Глава 28. Нандандван. Передо мной раскинулся огромный ледник Сантапатх. Расположенный здесь Нандандван представляет собой райское зрелище, пленящее своей красотой. Именно здесь я встретил гуру Нанака и увидел его хижину. Быстрая горная река брала свое начало в озере Бригу, и он бежал вниз, вдоль реки. Я последовал за ним. Он перебрался на другой берег реки и там застыл в неподвижности. Я тоже перебрался на другой берег и встал рядом с ним. Некоторое время я стоял, созерцая невероятную красоту этого места. Но я не хотел, увлекшись очарованием момента, упустить из виду гуру Нанака. Поэтому я оторвался от созерцания и пошел за ним. Он продвигался вперед достаточно быстро, но я не отставал на него ни на шаг. Именно в нем для меня сосредоточилась вся красота природы. Реки и ручьи нежно журчали, а он будто бы передавал им безмолвное сообщение. Реки всегда вдохновляли меня. Вот и сейчас они придавали мне сил. Так все мы и двигались вперед, молча, каждый своим путем. И реки, и я, и гуру Нанак. Перед нами расстилался ледник Сантапатх. Когда мы удалились километров на 5 от Гамукха, мы оказались на цветочном лугу. Это был Тапован. Каких здесь только не было цветов. На лугу произрастали различные растения, которые могли бы обеспечить человека пропитанием. Здесь красота природы была непревзойденной. В 2,5 милях от этого места, под сенью пика Сантапатх, расположился Нандандван. Это было место, где обитали боги. Многие из них хотели жить в таком благодатном краю. Нандандван – место, которое по праву можно считать символом духовной славы Индии. Тут было очень много красивых пещер, где йоги совершали свои духовные подвиги. Многие из них пребывали в состоянии самадхи. Другие прогуливались среди цветов, погруженные в состояние безграничного блаженства. Это был настоящий рай. Те йоги, что живут здесь, не подвержены действию времени. Над ними не властвует майя, не властвует сила симпатий и антипатий. Над ними не властны жизнь и смерть. Это совершенные люди, это воплощенный дух. Их желания являются эквивалентом созидания. Их мысли могут стать чистым разрушением. Они могут по своему желанию весь космос положить у своих ног. Они могут поднять горы и переместить их на небо, могут остановить течение рек. Их мысленные вибрации могут превратить моря в извержение вулканической лавы. И лишь один их взгляд, полный сострадания, может спасти человечество от гибели.
И эти люди, которые имеют столь великую власть над миром, пребывают здесь, в гималайских пещерах. Я посещал различные пещеры Таполана, чтобы встретиться с этими великими людьми, а потом добрался до Нандандвана. Гуру Нанак покинул меня еще в Таповане для того, чтобы вернуться назад. В течение всего пути он был спокоен и не сказал мне ничего, ни пока мы шли, ни в тот момент, когда он повернул обратно. Он был безмолвен, как окружающие нас горы, и просто проводил меня по различным пещерам, показывая мне йогов и святых отшельников. Я смотрел, как он удалялся от меня. Перед ним высились пики Бандар-Пунчх, а позади меня расстилался ледник Сатапантх. Я повернулся в другую сторону и начал наблюдать за солнцем. Казалось, что солнце появилось из какой-то пещеры и прячется среди гор. Я остановился в Нандадване, чтобы поближе познакомиться со святыми отшельниками. Здесь же находилась и пещера Сарвешварананда-Джи, но его самого на месте не оказалось. И я провел там много недель. Вместе с отшельниками мы добирались до вершин Бандар-Пунчх. Там я увидел озеро Симатау, из которого брала свое начало река Сиягар-Ганга. В Джхале эта река впадала в Бхагиратхи. Парамананд-Джи сидел в хижине, расположенной на берегу этого озера, и наблюдал за поселением киннаров, за тем, как играют дети киннаров между двух горных цепей – Бандар-Пунчх и Кедаркантха. Это озеро очень красивое и большое. Из него берет свое начало река Джахвигар-Ганга. Озеро раскинулось на много миль. Здесь жили также Нармада-Гири и Прахлад-Баба. Рамананда Авадхут привел меня на озеро Додидал, на берегу которого располагалась его пещера. Уже много столетий назад он сделал это место местом своей аскезы и духовных практик. Из этого озера берет свое начало Аси-Ганга, которая в Ганготре, на расстоянии 3 километров от Уттаракаши, сливается с рекой Бхагиратхи. Неподалеку от озера Додитал расположена деревушка Агора-Грам. Озеро это шестиугольное, довольно вытянутое в длину и окруженное деревьями. Его длина составляет около 3 миль. Гималаи отражаются в воде, и этот вид поражает своей непревзойденной красотой. Кешавананда-Джи и Нирмохи-Баба живут на берегу озера Сахасратау.
Но так как в последнее время здесь стало слишком много народа, они переместились в Тапован. Из озера Сахасратал берет свое начало река Пхилангана, которая является самым большим притоком реки Бхагиратхи. Слияние этих двух рек находится в месте под названием Ганеш-Праяг, около Тхери, где всегда жил Раматиртха-Джи. Там же находится и пещера Сарвешварананда-Джи, а Нараян Свами проводит там большую часть времени. Озеро Сахасратал лежит на расстоянии в 20 миль от последней индийской деревушки Ганги. Вокруг цветущие долины. Сахасратал – это одно из нескольких соединенных между собой озер. Самое первое из них – Апсара. На запад и на восток от него расположено еще по 3 озера. Сахасратал находится посередине. С восточной и западной сторон озера Сахасратал протекают 2 бурных реки – Бхиланг и Милангана, а неподалеку находится озеро Лингатал. Посреди этого озера можно увидеть остров, напоминающий по форме Шивалингам. Этот остров всегда покрыт разноцветным цветочным ковром. Здесь находится пещера Кешавананда-Джи. Озеро окружено красивой каменной стеной, которую создала сама природа. Тут можно часто встретить отдыхающих гандхарвов. Здесь живут и прекрасные лебеди. Рядом находится очень глубокое озеро, которое называется Матри. Нарасимхатал – это довольно большое озеро, а Сидхатал находится выше, чем остальные озера. Здесь же расположено и озеро Ямы, которое покрыто всегда снегом. А прямо над ним находится Сахасратал, дно которого выложено черными блестящими камнями. Это очень большое озеро, которое раскинулось меж горных вершин на 2,5 мили. Его питают воды реки, которая берет свое начало в ледниках. Здесь можно увидеть разнообразных птиц, а также много великих отшельников. Целых 2 дня мы, всего нас было 7, созерцали непревзойденную красоту природы. Мы ходили на остров, расположенный посреди озера Лингатал, в пещеру Кешавананды. Потом от озера Сахасратал мы направились в сторону ледника Кхаткалинга, около которого раскинулся прекрасный, заросший цветами луг. Рядом с этим ледником есть также озеро Мансери и еще одно очень красивое озеро Пая. Оттуда мы направились в Кедарнатх, который расположен поблизости.
Из Кедарнатха мы пошли в Нанданван, а на следующий день я в одиночестве направился в сторону Бадринатха. Мой путь пролегал через ледник Сатапандх. Я оставил позади вершину Нилангвасуки и приблизился к горным грядам, которые образуют долину Сумиру. Со всех сторон меня окружали горные вершины, ослепительно сияющие на солнце. Там не было ничего, кроме снега. На то, чтобы добраться в эти места, у меня ушло несколько дней, но я не спешил. Я шел погруженный в созерцание этих беспримерных природных красот. Я ощущал близость природы. Невидимые силы природы помогали мне в моем путешествии. Я постоянно встречал на своем пути йогов и отшельников. Когда я достиг долины Сумеру, то присел отдохнуть на высоком заснеженном утесе. Солнце припекало. Несмотря на то, что я сидел на снегу, было так жарко, что казалось, солнечные лучи вот-вот растопят мое тело. Яркий свет, отраженный от снега, слепил глаза. Сидя на утесе, я ожидал появления Сарвешварананды, Парамананды и Бабы Рамдаса. Тут и там посреди гор виднелись глубокие расщелины, а вдалеке шумел водопад. Постепенно солнце начало клониться к закату. Солнце, еще совсем недавно нещадно припекавшее, изменилось. От него повеяло холодом. В этот момент был только я. Я человек. У меня не было ни национальности, ни родины, ни родственников. Были только я и горы, я и нежные лучи заходящего солнца. Через некоторое время я увидел взбирающуюся вверх группу отшельников. Отпечатки их ног были ясно видны даже издалека. В воздухе ощущалось ласковое дыхание приближающейся ночи. Через некоторое время группа святых отшельников приблизилась ко мне, и я тотчас же погрузился в океан блаженства. Казалось, что в этот момент Гималаи стали воплощением истинной любви и высоких идеалов. Отшельники по очереди меня обняли. Поняв, что они пробудили во мне внутреннее самосознание, ощущение единства, что разожгли во мне внутренний свет, отшельники заулыбались. В этот момент у меня было лишь одно ощущение – ощущение единства всего сущего. Сарвешварананда представил меня остальным. Какое великое духовное богатство, какой божественный свет подарили мне Гималаи. Глава 29. Вершина Сумиру.
Сидя на вершине Сумеру, я наблюдал за игрой Великой Майи, смотрел на удивительный мир вокруг меня, на святых отшельников и благословлял свою судьбу за то, что она позволила мне увидеть все это. В эту минуту я думал и об Индии, о стране, которая дала миру великих мудрецов, святых отшельников и духовных лидеров. Это родина философов и революционеров. А сердцем Индии, источником ее извечного вдохновения, являются Гималаи. Те самые Гималаи, что посылают всему миру весть о совершенной гармонии. Уже несколько столетий Гималаи проявляют свою щедрость, вдохновляя великих философов и мыслителей. Поэтому Гималаи достойны настоящего поклонения. Они подобны обители бессмертных. Они – гордость всего мира. Я провел несколько дней там вместе с отшельниками, потом отправился дальше. Справа от меня виднелись высоченные пики горы Чаукхамбха, вершины Кедаркханда, а невдалеке раскинулось озеро Васуки и находился исток реки Кали-Ганга. В этом озере цвели синие лотосы. Множество рек, ручьев и водопадов создавало неумолимое журчание. Казалось, они и были голосом Гималаев. За спиной у меня осталась горная гряда Бандар-Пунчх, Ганготри, Ямунотри и истоки таких рек, как Беас, Рави, Тапти и Сатледж. Здесь было бесчисленное количество небольших озер. Это было излюбленное место отдыха и прогулок для гандхарвов и киннаров. Слева виднелись заснеженные вершины Тибета. Они тоже могли поведать о своей славной истории, о духовных подвигах буддийских монахов. Я вышел из долины Сумеру и направился в сторону озера Сатапандх, из которого берет свое начало река Алакнанда. Оно расположено на юго-западном склоне горной гряды Чаукхамбха. Через 2 дня показалась роща Лакшмиван. Спуск был довольно опасным, и я медленно продвигался вниз. Со всех сторон меня окружали потоки воды, образованные растаявшим снегом и льдом. Заснеженное озеро Сатапандх казалось очень красивым. Оно было треугольной формы. Несколько рек вливались в Алакнанду. Я преодолел несколько обледеневших утесов и пришел на берег озера. Там меня уже ждали Сундарнатх-джи и Баба-Рамдас-джи. Они мне дали поесть тростникового сахара, который я уже не ел много недель.
Утолив свой голод, я направился к пещере. На берегу озера было 3 очень больших пещеры. Рядом с ними лежало 3 больших камня, как будто кто-то специально положил их около входа для того, чтобы сидеть там и наслаждаться созерцанием природных красот. Отсюда начинается район Алкапури. Я пошел в пещеру, лег и сразу же погрузился в глубокий сон. Я проснулся, когда уже прошло довольно много времени, и увидел, что Параманандаджи уже был там. 3 отшельников сидели в пещере и беседовали между собой. В пещере горел огонь. Я встал и присоединился к отшельникам. Сундарнатх-джи довольно долго обсуждал вопросы йоги. Потом мы вышли из пещеры и уселись на камнях, чтобы полюбоваться лунным светом и Гималаями, которые в нем купались. В Алкапуре, казалось, царит большое оживление. Раздавались далекие звуки богослужения. Мы сидели на камнях довольно долго, прежде чем вернуться в пещеру. Так я провел несколько дней в обществе отшельников. Неподалеку находится известное место поклонения – Чакратиртх, где по преданию один из братьев Пандавов, Юдхиштхира, встречался с богами. Именно здесь Юдхиштхира покинул землю и стал жить на небе. Оттуда я отправился к озеру Дева, откуда берет свое начало река Сарасвати. Недалеко от Манадара находится ледник Арва, где начинается дорога на Манасаровар. Около Манагау происходит слияние рек Алакнанды и Сарасвати. Здесь же находится мост Бхимы, пещера Вьясы и пещера Ганеши. На западном берегу Алакнанды можно увидеть водопад Васундхара. Отсюда начинается лес Бходжпатр, который раскинулся на много километров. Его называют также Лакшми-ван. За ним находится Алкапури. Там всегда проводится пуджа. В определенные лунные дни здесь собираются божества и великие мудрецы прошлого. В это время все небожители хотят принять участие в пудже. На расстоянии в 2,5 километра от озера Сатапандх находится Сурья-кунд, а чуть дальше Чандра-кунд. Отсюда начинается заснеженная равнина. Именно здесь спускаются с неба небожители и прогуливаются до Алкапури. В горной долине Нилкантха находится Риши-кунд и озеро Урваши.
Глава 30. Озеро Урваши. Озеро Урваши отличается тем, что со всех сторон окружено утесами, которые, кажется, искусно вытесаны по специальному заказу. Для женщин устроен гхат, то есть специальный спуск к воде. Река Риши-Ганга берет свое начало в Риши-Кунде, а около Хануман-Чатти она сливается с рекой Бхагиратхи. Я просидел какое-то время рядом с Данаяндой-Джи, около Чаран-Падуки, на берегу реки Риши-Ганга. Данаянда-Джи жил там вместе со своими последователями. Потом я вновь вернулся в пещеру и по настоянию Сундарнатха-Джи остался там на 2 дня. Баба Сундарнатх прекрасно описал жизненный путь человека, то, как он идет, не переставая, и как далеко он может уйти, в какие ситуации ставит его общество. Когда человек рождается, то он ничего не знает о мире, но и умирая, он по-прежнему ничего о нем не знает. В течение своей жизни человек полностью полагается на собственный опыт и доверяет исключительно тому, что ему довелось испытать. Он считает, что общество является для него благом. Он начинает гордиться собственными заслугами, участвует в начинаниях социума. При этом человек забывает, что на самом деле ему ничего не принадлежит. Он считает родными и близкими тех людей, рядом с кем живет. А по поводу того места, откуда он действительно пришел, выражает сомнение, существует ли оно. То, что на самом деле имеет значение, кажется ему незначительным, а незначительным вещам он придает огромную ценность. Самых сильных людей человек почитает как богов, сошедших на землю. Куда бы ни пришел человек, с кем бы ни встретился, ему всегда хочется поговорить о собственных достижениях. И никогда он не задумывается о величии Бога. Он считает, что весь мир вертится вокруг его собственной жизни. Человек не хочет, чтобы кто-то отделил себя от общества и направился на поиски божественного. Жизнь в миру он называет гуманизмом и человечностью. Именно такую жизнь он считает успешной. Если человек получает помощь от других, то такую помощь он расценивает как проявление божественного. Для жены муж является настоящим божеством. Религиозный долг женщины, ее дхарма, заключается в том, чтобы угождать мужу. И если она после его смерти совершит обряд сати, взойдя на его погребальный костер, то ей уготована прямая дорога в рай. Если же женщина заговорит с каким-либо посторонним мужчиной, то это считается грехом.
Однако, если мужчина всю свою жизнь будет плясать среди посторонних ему женщин, то это не грех. Мужчина говорит, что это доставляет ему наслаждение. Традиция храмовых рабынь поощряет разврат в среде священнослужителей при поддержке общества, которое называют такую традицию религиозным даром Всевышнему. Однако, если духовный искатель, обычный человек, установит связь с женщиной, то его будут считать законченным грешником. Общество никогда не позволяет человеку быть свободным, не позволяет ему вырваться из тесной клетки запретов, ограничений. Сегодня существует тысячи организаций, созданных во имя торжества духовности и гуманизма. Многие свободные путники, шедшие по своему духовному пути, навсегда попали в их сети и не смогли вырваться из порочного круга рождений и смерти. И если человек хочет выражать свои мысли свободно, то у него это не получится до тех пор, пока он не отделит себя от общества и не создаст собственную, уникальную и независимую личность. Но и в этом случае общество не готово его принять. Но если в человеке есть что-то особенное, отличное от других, то общество прислушивается к такому человеку из страха, будь то отшельник или политический лидер. Но впоследствии общество сумеет под лозунгами духовности и гуманизма навязать ему свои законы и посадить в клетку. Человек может стать гармоничной личностью, только если сумеет избежать всех этих ловушек. Когда он познает собственную душу, когда станет жить как отшельник в Гималаях. Сотни тысяч людей приходят в Гималаи, чтобы посмотреть на отшельников и прикоснуться к их мудрости. Но получить эту мудрость возможно только тогда, когда кто-то из святых захочет ее передать. В противном случае люди будут приходить в Гималаи, объявлять, что покорили заснеженные вершины, водружать на вершинах флаги, а результат для развития их духовности по-прежнему останется нулевым. Они не смогут раскрыть тайну Гималаев. А ведь это удивительное место, венец творения природы, где свободно гуляют божества, святые отшельники, мудрецы, гандхарвы и кинары. Здесь есть целые пещеры, где живут просветленные. Существуют целые деревни, где можно встретить людей, которые находятся на гораздо более высокой ступени развития по сравнению с обычными людьми.
Они могут, пребывая в физическом теле, путешествовать по небу. Их летательные корабли с невероятной быстротой достигают других планет и миров. Ведь Гималаи – это не просто заснеженные вершины, не просто бурные реки, ручьи и водопады. Это удивительный, ни на что не похожий мир. Цивилизация здесь настолько высоко развита, что нам до нее далеко, потому что желания здесь ушли от материальной составляющей, и их исполнение зависит исключительно от силы намерения. Когда я выслушал все, что говорил мне Баба Сундарнатх, то захотел идти дальше. Баба Сундарнатх ничего мне не ответил, но поднялся, вышел из пещеры и встал у входа. Через некоторое время все мы тоже вышли на улицу. Он немного подумал, а потом сказал: «Я не смогу тебе помочь, но ты можешь попытаться достичь своей цели. Иди мимо озера Дева и через ледник Арба. Этот путь приведет тебя к дороге на священный Кайлас. Эта дорога идет мимо горной цепи Гандхмадан и мимо тибетских поселений, где живут люди, представители древнейшей цивилизации. Они хорошо знают все тайные обители и монастыри тех мест. И я попробую установить связь с великим тибетским святым Джу, чтобы он помогал вам в этом путешествии. Мы попрощались с Бабой Сундарнатхом и отправились в сторону Бадринатха. Сначала мы зашли в лавочку Бихари Лал Саха, где пандит Джи и Нарендра уже все подготовили к нашему прибытию. Ом Пракаш позаботился о еде. Потом мы пошли в хижину Ананды Свами, затем встретиться с Параманандой Авадхутом. На другой день утром мы, я и Баба Рамдас, ушли оттуда через гору Нар-Парват. По дороге увидели в пещере тело одного отшельника. От него исходил ужасный запах. Мы приблизились и обследовали тело. Вероятно, отшельник поскользнулся на льду и упал, но попытался прийти в себя, поэтому и дополз до пещеры, но не смог идти дальше. И ему пришлось расстаться со своим физическим телом. Теперь же снег в пещере растаял, и его тело начало разлагаться. Мы с Бабой Рамдасом закопали тело в снег и начали взбираться вверх через ледник.
перед нами высилась гора Ганхамандан. Когда мы взобрались достаточно высоко, то увидели Бадринатх, лежащий у подножия горы Нараяна. По дороге нам встретились божества в образе слонов. Потом мы очутились в прекрасном лесу у подножия горы Гандхамадан. В этом лесу живет бог Хануман. Баба Рамдас Джи уже бывал здесь раньше. Я тоже был здесь один раз, но не в физическом, а в тонком теле. Из этого прекрасного леса мы вышли на берег озера Хемкук-Лолпал, которое тоже было очень красивым. Его площадь была около 1,5 километров. С 3 сторон его окружали невысокие холмы, а из западной части брала свое начало Лакшмиганга. У истока этой реки находился небольшой храм, посвященный Лакшми, а слева идет строительство грандиозной сикхской гурудвары. Около Гагрии происходит слияние рек Лакшми-Ганга и Пушпавати. Мы обошли озеро и оказались в долине, которая была сплошь покрыта цветами. Река Пушпавати протекает именно по этой долине. Потом мы повернули обратно и остановились в храме Лакшмана. Глава 31. Космическое путешествие в физическом теле. Неожиданная встреча. На следующий день мы отправились в сторону вершины Камет. В долине, которая находится между горами Гандхамадан и Камет, раскинулось озеро Какпхушунди. Из этого озера берут свое начало 2 реки, и обе они очень красиво изгибаются на своем пути. Неподалеку есть другие озера – Тхавалтал, Тхауджи, Гиламнити, Швет-Джалганга и еще несколько. Они подобны ожерелью на шее Гималаев. Из них берут начало многочисленные реки, которые потом вливаются в Великую Гангу. Потом мы шли по берегу реки Тхаули и достигли места под названием Вишну-Праяг, а оттуда мы пришли в Нанда-Праяг. Затем мы взбирались вверх по течению реки Мандакини и достигли последнего озера, которым владела народность Нанда. Озеро называлось Химкунд. Оно было расположено на высоте в 15 миль и являлось местом паломничества и поклонения. Озеро, окруженное стеной из блестящих камней, поражало своей необыкновенной красотой. Здесь я увидел множество упитанных,
круторогих баранов, которые пасли девушки и юноши. Но прежде чем я успел к ним приблизиться, пастухи перегнали стадо на другой склон. Дальше мы увидели озеро Сурья-Кунд, от которого шел крутой спуск. Но, к нашему удивлению, там не было уже ни баранов, ни пастухов. Мы посмотрели вниз, туда, где текла река Риши-Ганга. Спуск был крутым и обледенелым. Было совершенно непонятно, куда подевалось стадо вместе с пастухами. Постепенно приближалась ночь. Мы вновь вернулись в Хемкунд и решили провести ночь на каменной платформе. Ночь становилась все более темной, порывы холодного ветра пробирали до костей. Тогда я достал из своего заплечного мешка один корешок. Часть его съел сам, другую часть отдал Бабе Рамдасу. Не прошло и нескольких минут, как мы оба покрылись потом. Теперь холодный ветер приносил нашим телам облегчение и удовольствие. Уже совсем стемнело, когда со стороны Сурья-Кунда к нам начал приближаться свет. Мы, не мигая, смотрели туда. Потом с помощью внутреннего намерения мы окружили свои тела защитной оболочкой. Теперь уже никто не мог бы причинить нам вред. Через некоторое время мы увидели свет горящих факелов, который медленно приближался. Это были юноши и девушки, те самые пастухи, что пасли овец. На них сияли и переливались довольно красивые украшения. Они были белокожими, но невысокого роста. Чуть дальше можно было увидеть почтенных старцев, обладателей длинных волос, которые они заткнули за пояс, и красивых ожерелий из разноцветных камней. Их факелы были тоже сделаны из камня. Один из них вышел вперед и сказал: «Мы – народ Лангомпа». Меня самого зовут Джу. Баба Сундарнатх сообщил мне о вашем приходе, и поэтому я уже довольно давно вас здесь жду. Сегодня эти пастухи сообщили мне, что вы уже близко, а теперь следуйте за мной. И мы пошли за ним. Наши тела были полностью защищены. Не только человек, но даже божества и демоны не могли причинить никакого вреда. Потом мы спустились по склону Сурья-Кунда и вошли в живописное ущелье. По обеим его сторонам стояли сверкающие камни, которые освещали дорогу. И если пастухи дотрагивались до этих камней своими факелами, то факелы тоже загорались и начинали светиться. Тот человек, что шел впереди, зажигал камни, а замыкающий шествие их тушил. Так мы шли довольно долго,
Потом ущелье расширилось, превратившись в большую красивую пещеру. Там было много разнообразных животных, и те овцы, которых мы видели прежде. У них были необычные рога. У кого-то из них было даже по 12 рогов. На стенах пещеры была каменная резьба, а на камнях устроены ложа. Нас усадили, а через некоторое время принесли поесть. Женщины уже давно приготовили нам вкусное угощение. Оно было похоже на джем белого цвета или на буйволиное масло. Мы все вместе поели. Казалось, что посуда была сделана из золота, на которой были искусно выгравированы изображения божеств. После еды мы решили прилечь. Проснувшись утром, мы вышли из пещеры и увидели, что она больше напоминает небольшую деревню. Анджулангоп отвел нас на огромную равнину. Перед нами высились горные пики. Повсюду слышалось журчание речек и водопадов. Джо позвал кого-то. Он сел на камень и продолжал звать довольно долго, посылая в пространство свои мысленные вибрации. Через некоторое время в воздухе показалось вращающееся колесо, которое стремительно к нам приближалось. Джо встал. Колесо медленно приблизилось к нам. Оказалось, что это летательный аппарат, из которого вышел человек, очень похожий на Джо. Джо познакомил нас с ним, и все мы уселись в этот летательный аппарат, который точнее было бы назвать летающей тарелкой. Аппарат устремился в том же направлении, откуда недавно прилетел. Мы пролетели над Нанда-Деви-Чори и Нанда-Дхунгат и оказались даже дальше, чем священная гора Кайлас. Потом мы стали медленно снижаться. Удивительные места в Гималаях и путешествия на Кайлас. Спустившись, мы увидели еще несколько летательных аппаратов, подобных нашему. Некоторые из них казались весьма современными, созданными по последнему слову техники. Этим аппаратам не требовалась взлетная полоса, не нужен был и двигатель. Они приходили в движение благодаря солнечной энергии. Как только мы опустились на равнину, то множество людей из народа Лугампа пришло приветствовать нас. Равнина была зеленой,
и со всех сторон ее окружали заснеженные горы. Рядом было множество пещер. Входы в эти пещеры были оборудованы крепкими дверями. Мы пришли в одну из таких пещер, которая внутри оказалась очень современной, как будто бы мы были в самом центре цивилизованного мира. Вся пещера ярко освещалась солнечным светом. По стенам была расставлена мебель, изящные столы и стулья, вырезанные из камня, но легкие на вес. Их можно было спокойно поднять и перенести в другую часть пещеры. Я, Рамдас Джи и Джу прошлись по всем пещерам и осмотрели их. Мы увидели обширные библиотеки с огромным количеством сочинений. Эти люди часто употребляли опьяняющие вещества. Они вполне могли совершать космические путешествия, пребывая в своем физическом теле, но делали это редко. Их родственники населяют другие долины в Гималаях. Эти долины известны как Джамбидор, Синкиянг, Кайлас, Шунга, Алакпури, Адаршлок и другие. Они расположены в районах, которые географически относятся к Индии, Китаю или Тибету. Эти люди постоянно передвигаются по окрестностям на своих летательных аппаратах. Некоторые люди из народа Лангомпа могут путешествовать в космосе, пребывая в своем физическом теле. Они общаются друг с другом мысленными сообщениями. Эти люди могут в мгновение ока перенестись в то место, в которое пожелают. Они очень общительны, к тому же знакомы со всеми последними достижениями науки и техники. Иногда они добираются даже до берега моря, но больше им нравится путешествовать по горным деревушкам. Они обладают безграничным богатством, которое не представляет для них никакой ценности, потому что они знают только о существовании своей души. В своем развитии они ушли довольно далеко от обычных людей. Я продолжительное время изучал их книги, а потом мы вдвоем с Рамдас Джи отправились к священной горе Кайлас. Мы шли пешком и через некоторое время встретили святого Джу. Он показал нам пещеры, где обитало особое племя, а их вождя звали Тао Шинг. Эти люди на своем языке назвали гору Кайлас Камапоша. Тао Шинг посадил нас на свой летающий корабль, и на нем мы облетели вокруг священной горы. Он высадил нас на берегу реки Ришиганга. Мы пошли вдоль берега и вскоре очутились в долине Нанда-Деви. Мы миновали ледник, миновали Джаянти-Утакхура и достигли озера Манасаровар.
Оттуда мы пришли в Липу-Лек. Потом мы двигались вдоль берега реки Кали-Нади до ашрама Нараяна, затем через долины Биданг-Дарма-Панчамули, через леса Чхпилы мы вновь пришли в Милангал. Оттуда мы прямиком направились в Нандакот. После этого мы пересекли ледник Пиндари и вернулись в собственную пещеру, где увидели Мадхурадаса Махараджа вместе с 23 другими святыми. Мадхурадас Махарадж поприветствовал меня и подарил мне коралловое ожерелье ярко-красного цвета. А Рамдасуджи дал большое зерно растения Шьяму Тулуси. Шанти-ма и Кальяни-ма приготовили для меня еду. Мы все провели эту ночь в Пиндаре, в своей пещере. На следующий день мы пошли в пещеру Бабы Мадхурадаса, которая находилась в Нандак-Хаят-Кхалидвар. Мы прожили в его пещере 2 дня, а потом вдвоем направились в деревню Кхати. Я уже довольно долго был лишен общества обычных людей. Я провел большой отрезок своей жизни в Гималаях, на одиноких дорогах. Знакомые мне охотничьи домики были закрыты. Со всех сторон нас окружал снег. Снегом и льдом была покрыта река Пиндари до самого Бхаруки-Адвали. Неподалеку от Двали мы встретили Махаватара Бабу, который сидел у реки Пиндар-Ганга и бросал в нее камешки. Как только я его увидел, то радостно побежал навстречу. Он тотчас же заключил меня в свои объятия. Баба был очень рад меня видеть. Оттуда мы втроем пошли в пещеру. В пещере было много фруктов и меда. Мы поели и всю ночь провели вместе с Махаватаром Бабой, а на утро вернулись в Кхати. В Кхати Ратан Сингх построил для меня небольшую хижину, в которой мы некоторое время жили вдвоем. На другой день к нам пожаловали Махаватар Баба и Ашватхама. Они прожили с нами 3 дня. Потом мы вдвоем пришли в Багешвар, ведь я уже давно там не был. Я провел несколько дней в обществе настоятеля храма Кришны Чандры Гири. Повидался со своими старыми знакомыми. И теперь передо мной встали воспоминания прошлого, вновь, как будто все это произошло только вчера. Глава 32. Граница. Граница – последний предел, черта тонкая, как лезвие бритвы, и искусство. Оба этих феномена всегда были связаны со мной
во всех моих воплощениях. Они давали мне отдых и призывали к созиданию. Я объединялся с чертой, с пределом, когда отдыхал. А потом искусство вновь создавало меня. Граница, черта – это такая прекрасная девушка, чья любовь беспристрастна и безупречна. Она любит всех одинаково, будь то богач или бедняк, индус или мусульманин, мужчина или женщина, птица или животное. Она любит всех, но все ее боятся. Боятся даже упоминания о ней. Но ведь она – это конечная цель любой жизни. Как только человек получает от нее приглашение, то начинает трястись от страха. Но она никого не привыкла ждать. Она может выражать свою любовь в любое время, и днем, и ночью. Но со мной она ведет себя по-другому. Когда она приходит ко мне, то неподвижно стоит рядом и молчит. Ведь я уже давно принял ее внутрь себя. Она хочет встряхнуть меня и убежать, но не может, потому что она не привыкла уходить с пустыми руками. Она олицетворяет собой ход времени. Она превращает тело в ничто, забирает себе его энергию и уходит. Тело, лишенное сознания, становится непригодным для живого существа. Но она об этом совершенно не беспокоится. Она просто делает свое дело. Я долго бродил по заснеженным равнинам Гималайских гор. А потом вместе с Бабой Рамдасом пришел в Питхаургарх, где она уже много столетий находится в ожидании. Она была тиха и спокойна, и лишь ее невыразимая улыбка делала атмосферу вокруг напряженной. Она уже готовила для меня новый путь, но я еще не был готов к таким грандиозным переменам. Она тоже не была готова броситься в мои объятия, а наблюдала за мной издалека. Я живое существо, а она подобна лучу света. Видя такое положение, я призываю ее к себе, мечтаю раствориться в этом великом океане. Но тогда она пугается. Она не может получить мое тело. Она ничего не может со мной поделать. Я решил отдохнуть в Питхаургархе вместе с Бабой Рамдасом. Рамдас-джи какое-то время оставался со мной, а потом ушел в Алакпуре. Питхаургарх – это оживленное поселение на юго-западе Гималаев. Это поселение дает приют паломникам, которые направляются к священной горе Кайлас. Отсюда открывается необыкновенно красивый вид на такие горы, как Панчули, Тришул
Мачхипокхар, Двалагири и Анапурна. Это небольшое поселение со временем превратилось в городок. Теперь здесь живут не только горцы, но и представители самых различных национальностей. Сейчас люди здесь одеваются по-разному, придерживаются разных традиций. Питхаургарх – город, где по-прежнему живы древние легенды, и каждый день здесь создаются новые. Это то место, где живет история. Он объединяет в себе прошлое и настоящее. Но кажется, что этот городок начинает терять свою древнюю культуру, стремительно меняясь в сторону современности. Я стоял на последнем этаже многоэтажного здания в Бхавани-Ганже, которое принадлежало Харлал Саху Тхукгария, и любовался как природными красотами, так и рукотворной красотой строящегося города. Мои мысли перенеслись от заснеженных горных вершин к тем местам, где жили люди. Это древняя земля, которая некогда принадлежала мудрецам и отшельникам прошлого. Сейчас она была перенаселена, и в ней уже не было прежнего умиротворения и спокойствия. Эта земля приглашала меня отдохнуть. Я думал о том, что в наше время люди стали слишком занятыми и озабоченными. Они постоянно спешат. Они спешат настолько сильно, что ничего вокруг не видят. Во имя развития и научно-технического прогресса они забывают о своей истинной сущности и погрязают в сетях своих ложных сущностей. Люди объявляют, что их древняя культура и традиции – это пустые предрассудки, а себя считают поборниками прогресса. Во имя прогресса они разрушают горы, рубят деревья и тем самым разрушают себя. Они ополчаются против природы, становятся ее врагами. Природа дает нам жизнь, хранит и поддерживает ее. Она является воплощенным временем, созиданием и вдохновением. Но человек превратил ее в своего врага, в причину своей погибели. Когда искусство превращается в границу, тогда и сама природа становится разрушительницей. С помощью наводнений, извержений вулканов, землетрясений и прочих катаклизмов природа пытается поглотить живых существ. Так человек становится жертвой преждевременной смерти. И я наблюдал этот разрушительный лик природы. С одной стороны созидание, искусство, с другой – последняя граница. Искусство ведет к развитию и прогрессу. Граница же, наоборот, осушает источник развития, ведет к разрушению. А источник обоих находится здесь, в Гималаях. Они приносят в жизнь человека радость и горе, побуждают его двигаться вперед, искать собственный путь.
Постепенно сумерки сгущались, ветер мечтал погрузиться в объятия ночи, а ночь намеревалась укрыть заходящее солнце своим покрывалом. Птицы возвращались в свои гнезда. На дальних холмах можно было увидеть крестьян, которые, сгибаясь под тяжестью веток и хвороста, спешили домой. По улицам проносились автобусы. Но над всеми этими картинками господствовала красота ярко-желтых и ярко-красных лучей заходящего солнца, в которых купались вершины Гималайских гор. Это зрелище было одновременно символом созидания и символом разрушения. В моем мозгу постоянно звучали одни и те же слова. Гималаи всегда говорят с нами голосом святых и мудрецов. Ты снова должен пробудить вечный голос Гималаев. Если тебе нужно что-то сказать, говори. Если тебе нужно что-то сделать, делай. Передай людям священное послание Гималаев. Смотрит кто-то на то, что ты делаешь или нет, слушает кто-то слова, что ты произносишь или нет, тебе не должно быть до этого никакого дела. Делай то, что ты должен делать. Просто выполняй свой долг. Никого не принуждай следовать за собой. Слова уже перестали звучать, а я все думал о них. Жители Гималаев вдохновляли меня. Искусство вело меня к созиданию. Граница давала отдых. Она тоже вдохновляла. Сегодня наш мир движется в сторону прогресса, и огромную роль в этом процессе играет наука. Современный уровень развития науки стал возможным благодаря исследованиям ученых прошлого. Потребности людей растут, и для того, чтобы их удовлетворить, проводятся все новые и новые изыскания. Люди вовлечены в соревнования друг с другом, к которому их подталкивает общество потребления. Современный человек запутался в круговороте спроса и предложения. Руководствуясь эгоистическими интересами, человек разделяет себя, провозглашая, что делает он это во имя религии, государства и общества. Люди различных национальностей и вероисповеданий стали ненавидеть и бояться друг друга, прикрываясь словами о культуре и цивилизации. Во имя прогресса люди убивают себе подобных. Приверженность интересам собственной касты приводит к общинным беспорядкам. Еще вчера человек был внутренне свободен и мыслил свободно, а сегодня он тратит все свое время на решение различных проблем. Человек забыл о человечности, отрицает те послания, что посылает ему Всевышний. Он считает свои сугубо практические рассуждения повелением небес.
Человек бежит за призраком славы, богатства и уважения в обществе. Современный человек не остановится ни перед чем, чтобы одержать победу над своими собственными братьями. Над теми людьми, с кем он был вчера, голый, играл в песочнице, а сегодня эти товарищи по играм стали его заклятыми врагами. Вчера эти люди вместе бродили по лесам, голодные и отчаявшиеся. Они ловили случайную добычу и делили ее между собой. А сегодня они дистанцируются друг от друга, прикрываясь лозунгами о благе Отечества, нации, религии и касты. Они заняты изобретением нового, все более и более совершенного оружия для того, чтобы уничтожить друг друга. Сейчас религия перестала быть голосом Всевышнего, но превратилась в орудие эксплуатации и подавления. С одной стороны, человек боится жить, а с другой он боится смерти. Человек боится других людей. Человек запутался в сетях так крепко, что у него нет никакой возможности освободиться. И здесь появляются недостатки его мышления. Ведь человек во имя прогресса стремится к своей погибели. Сегодняшние достижения являются причиной деградации тех, кто жил вчера. Современный человек борется за свободу, хочет защищать свои права. Мы видим, что из-за повышения цен повсеместно происходят стычки и забастовки. Но разве когда-нибудь человек требовал что-то действительно стоящее? Он требовал, чтобы ему были открыты тайны жизни и смерти. Разве он стремился познать истину? Куда же идет современный человек? В чем цель его жизни? Чем занят современный человек? Зачем он с головой погружается в эту мышиную возню, в эту жизнь в толпе? Разве он когда-нибудь задумывается об этом? И если бы человек об этом задумывался, то современный мир не страдал бы от голода, не устраивал бы забастовки по поводу и без повода, не спорил бы о границах. И если бы человек познал, что такое истина, он был бы за все благодарен природе и посвятил бы свою жизнь дальнейшему служению истине. Но общество поставило людей в такие условия, что им приходится воевать друг с другом. Человек никогда не может быть спокоен до тех пор, пока он не познает подлинную сущность природы. Современный мир погряз в проблемах и противоречиях, и все это порождение человеческого мышления.
как часто миру приходилось страдать от войны из-за эгоистических желаний человека. Человек убивает себе подобных. Он постоянно продолжает это делать. Во имя поддержания священного статуса границ, во имя государств и удовлетворения национальных интересов. Наш мир сегодня стоит на краю пропасти. Сегодня оружие находится везде. В космическом пространстве, в воде и на суше. Гонка вооружений продолжается. Но разве человек подумал о том, какой вред это наносит природе? Долго ли она еще будет терпеть подобную ситуацию? Природа может взбунтоваться в любую минуту, а человек тогда будет лишь удивляться, как же это могло произойти. Человек может считать себя царем природы лишь до тех пор, пока природа помогает ему. Когда же она перестанет это делать, человек побежит, куда глаза глядят, и даже не обернется. Пока же человек бежит по заколдованному кругу, вертится, как белка в колесе, во имя развития культуры и прогресса в обществе. Он создает различные общественные организации, благоустраивает государство, думает о том, как правильно управлять этим государством, вводит новые законы, направленные на то, чтобы защитить государственные границы. Человек разделил Землю и ее отдельные континенты на государства. Но когда настанет момент, и природа взбунтуется, то от человека уже не будет никакой пользы. Тогда такими же бесполезными станут и государства, и границы. Как только человек получает известие оттуда, от последнего рубежа, его ум становится для него бесполезным. Тогда и общество бессильно будет что-либо сделать, и государство, и всемирные организации. Почему же человек убегает от самого себя? Зачем сражается с другими людьми? Для кого он все это делает? И если человек хотя бы ненадолго задумается над этим вопросом, то перед ним откроется тот путь, пройти по которому ему было предназначено от рождения. Люди мира и люди, населяющие Гималаи. Я задумался о людях. Одни люди – это так называемые цивилизованные люди, а другие – те, кто обитает в пещерах Гималайских гор. Первые постоянно спешат, мечтают совершить полет на Луну, достичь звезд. Они обрабатывают землю, на которой живут, и делают ее плодородной.
Они используют различные полезные вещества и добывают полезные ископаемые. Они бороздят мировой океан своими кораблями. С другой стороны, люди, населяющие Гималаи, могут по своему желанию перенестись в любую точку Вселенной. Им не нужно мечтать о полетах на Луну и звезды, о том, чтобы пересечь океан или перепахать землю и сделать ее плодородной. Они ограничивают потребности и живут погруженные в радость, спокойствие и блаженство, наслаждаясь долголетием, в то время как люди, чьи потребности безграничны, живут недолго и пребывают в постоянном стрессе. Одна сторона – это одежды, в которые рядится искусство, другая – граница, которая зовет человека. Одни блуждают в потьмах, а другие спокойны и неподвижны. Одни измеряют все такими понятиями, как рождение и смерть, другие живут в соответствии с собственными желаниями. Одни люди постоянно стремятся к развитию, другие сознательно приостановили этот процесс. Одни люди сделали природу своей, другие играют с ней. Один человек вечно куда-то спешит, другой спокойно остановился. Мысли одного человека запутанные и беспорядочные, а другой человек с помощью силы мысли материализует вещи и явления в пространстве. И у того и у другого есть любовь к жизни и страх смерти. Но один человек цепляется за жизнь, а другой сделал смерть своей возлюбленной. Человек живет для других. Человек рождается, человек умирает, человек сходит с ума. Человек может отдать свою жизнь, спасая жизнь других. Он может вернуть людям зрение, может вылечить безнадежно больных. Он может все, но когда дело касается его собственной смерти, то перед ней он бессилен. Он не понимает, зачем был вынужден прийти в этот мир и куда его забирают. Он ощущает свое бессилие. Но ведь есть и другие люди, те, кто все понимает, чьи желания всегда воплощаются на физическом плане. Такие люди ничего не боятся и не создают проблем, которые впоследствии нужно решить. Последняя граница всегда ждет нас. Она приходит в тот момент, когда человек рождается. Она везде сопровождает человека на всех поворотах его жизненного пути. Она была вчера, она есть сегодня, она будет завтра.
Она безмолвно стояла рядом со мной в Питаургархе. Я чувствовала ее безграничную любовь. На самом деле она любит каждое живое существо, но со мной она была связана такими крепкими нитями привязанности, что даже при желании не могла бы меня покинуть. Именно поэтому она сидела рядом со мной в просветленной атмосфере Питаургарха. В таком оживленном месте, как Питаургарх, у нее всегда было много работы. Я видел ее на каждом перекрестке, у дверей каждого дома. В каждом событии я мог разглядеть ее танец. За каждым живым существом я угадывал ее незримую тень. Она была и среди тех миражей, за которыми гонится человек. Безграничная ее любовь к живым существам. Но когда она пришла ко мне, то ее безграничность исчезла. А оказалось, что и она не всесильна. С каждым днем Питаургарх развивался все больше и больше. Вчера это была маленькая деревушка, а сегодня оживленное поселение. Старшее поколение местных жителей жило в пещерах, хижинах и в крошечных маленьких домиках. Тогда люди ходили пешком на любые расстояния. Сегодня же их потомки привыкли жить в больших домах, передвигаться на машинах и грузовиках. Здесь открылись большие гостиницы, появилась военная база. Сюда стали постоянно приезжать министры и политические деятели, представители различных партий. Теперь жители Питаургарха забывают о своей древней культуре. Они включились в погоню за благами современной цивилизации. Еще вчера люди здесь вели благочестивый образ жизни. Любой гость подобен Богу. Люди знали, что такое человечность и человеческий долг по отношению друг к другу. Теперь же на каждом углу можно увидеть призывы жить ради удовлетворения своих личных нужд и потребностей. Духовность уступила свое место материальным потребностям. Храмы, церкви, мечети, гурудвары превращаются в места развлечений, и отшельники помогают людям развлекаться и структурировать время. С одной стороны, прогрессивное наступление общества потребления, с другой – закат традиций гималайских святых и отшельников. Начавшаяся война с Китаем заставила жителей этих пограничных областей задуматься. Это привело к развитию и прогрессу в материальной сфере, но в противоположность этому духовность стала терять свои позиции.
почти прекратились паломничества к священной горе Кайлас и к озеру Манасаровар. Раньше Питхаургарх был оплотом духовности, а сегодня здесь разместилась военная база. Цивилизация пришла и в эти места. Древняя история растворилась в шуме современности. Теперь здесь пользуются популярностью уже не рассказы о божествах, не истории о паломничестве на Кайлас, а песни из последних кинофильмов. Люди забыли о славе своих предков и обратили восхищенное лицо к Западу. Позабыли о красотах родного языка и бросились учить английский. Люди начали стесняться своей собственной древней культуры. Человек продолжает забывать о том, кто он есть на самом деле, для чего он пришел в этот мир. Человек знает, что такое истина, но несмотря на это бежит от нее как можно дальше. Он бежит от родных традиций, от родной культуры, от своей религии. Он не замечает, что распадается на множество кусков. Он не помнит о той, кто всегда стоит у него за спиной и с каждой минутой придвигается все ближе. Человек озабочен погоней за успехом, славой и богатством. Все вокруг стараются принять участие в этих гонках. Человек старается бежать все быстрее и быстрее. Но разве от себя убежишь? Человек делает все, что угодно для общества, для семьи своих близких, но забывает о своем истинном «я». Забывает, для чего он пришел в этот мир. Я провел много времени, сидя на крыше многоэтажного дома, наблюдая закаты и рассветы, и размышлял о прошлом и будущем Питхаургарха. Я наслаждался мягким зимним солнцем и прохладными ветрами, которые прилетали с гор. Лунными ночами я любовался звездами и слушал журчание ручьев. Днем я наблюдал за шевелением человеческого муравейника, а ночью погружался в воспоминания. Я видел огни, которые зажигались во дворцах, видел истонущие в тесноте людей, которые ютились в жалких лачугах. Одной рукой жизнь осыпала людей своими милостями, а с другой толкала в пучину страданий. Так и человек. Он хочет жить, но постоянно призывает смерть. Человек – это существо, которое может испытывать различные чувства и может их выражать. Человек может думать, может рассуждать.
Именно в нем самом скрыт источник как радости, так и страдания. На некоторое время Питхаургар стал моим убежищем. Иногда ко мне приходили Трипхуван Лал Сах и Раджендра Лал Сах. Они хотели, чтобы я организовал в Питхаургархе ягью, и именно здесь погрузился в состояние самадхи. Постепенно я согласился. Неизвестно кто, когда и через сколько воплощений вновь встретится нам на жизненном пути. Все это зависит от предыдущей кармы и пути, которыми судьба сталкивает различных людей друг с другом, находится за пределами человеческого разума. Человек не помнит о своей прошлой карме, и поэтому на этой земле ему приходится постоянно стенать и жаловаться на неисповедимую безжалостную судьбу. Он не понимает закона причин и следствий, не понимает, почему происходит то или иное событие. Я же видел, что живые существа после многих перерождений находятся здесь, в Питхаургархе. Те, кто возродился в человеческом теле, забыли о том, откуда они пришли и для чего они пришли сюда. Я тоже когда-то забыл об этом, но потом вспомнил. Все люди здесь беспокоятся о своих земных связях, но на самом деле этих связей не существует. На самом деле нет ни отца, ни сына, ни жены, ни мужа. Все люди – лишь порождение своей прошлой кармы, своих прошлых поступков. Любое действие создает новую карму. Обычный человек своими поступками создает новое и разрушает старое. И поэтому он вновь и вновь воплощается в этом мире. Что же касается меня, то я открывал двери в прошлое и смотрел, что скрывается за этими дверями. Я созерцал настоящее и видел, как оно растворяется в будущем. Я видел, как новая карма становится причиной нового рождения и новой смерти. Я решил, что в Питхаургархе я не буду создавать новую карму, а буду лишь разрушать старую. Я также изучил кармический путь господина Харлала Саха, его жены Чампы, сестры Гиты и дочки Пушпы. Я вдохновил их на то, чтобы они двигались по направлению к истинной цели жизни, к той цели, ради достижения которой они и появились на свет. Человек постоянно блуждает в потьмах, потому что он привык искать ответы на волнующие его вопросы во внешнем мире.
Он знает о том, что Бог един. Он слышал об Адвайте и знает, что в этом заключена истина. Знает, что все остальные божества и святые являются лишь частью этого великого целого. Знает, что и он сам является порождением этого единого начала. Но и обладая всеми этими знаниями, человек блуждает, свернув со своего истинного пути, потому что считает себя разумным существом. Он начинает рассуждать, и ум уводит его в сторону от истины. С другой стороны, если человек был бы лишен ума и не умел рассуждать, то он никогда бы не стал искать истину. Ум современного человека все подвергает сомнению. Это-то и привело к тому, что современный человек стоит на краю гибели. Причиной такого положения стала также приверженность современного человека идеям научно-технического прогресса. Современный человек сам себя боится и в то же время живет так, как будто взял эту жизнь в долг. Желания побуждают его к действию. Но если человек получает что-то новое, то тем самым он создает новую карму. Ведь человеческий ум беспокоен и непостоянен, а эгоизм уже давно властвует в душе каждого. Природа щедро дарит нам свою красоту, но в этот век индустриализации и научных достижений никто нам не обращает на эту красоту внимания. Люди включились в гонку и мечтают хоть в чем-то обойти своего ближнего. На истину набросили покров невежества. Но даже если в этой атмосфере невежества, гордыни и жадности прозвучит клич духовного возрождения, и из-за темных туч засияют лучи йоги, то на этот зов обязательно откликнутся культурные и просветленные люди. Я принял решение идти по этому бездорожью и собрать воедино рассеявшиеся в пространстве атомы. Я решил, что йога должна принять тот вызов, который бросает ей наука. Я стал посылать в пространство ментальные волны. Я всегда был один. И если даже я и встречал кого-то на своем жизненном пути, впоследствии мне приходилось расставаться с этим человеком. Искусство созидания помогало мне, последняя граница вдохновляла, ведь она всегда стояла рядом со мной. А искусство всегда было готово создать что-то новое. А я был путником, который шел между ними. Искусство и граница, созидание и разрушение. Но я не занимался ни созиданием, ни разрушением. Они одинаково не привлекали меня. Я всегда шел своим путем. Я не стремился ни к концу, ни к началу. Я принимал все происходящее так, как оно есть.
Благодаря неустанным усилиям Раджендры Лала Саха и при содействии Трибуан Лал Саха в городе стало пробуждаться новое мышление, засияли лучи духовности. Известие об этом стало распространяться повсюду. После того, как у меня произошла встреча с врачами, учеными, военными и другими влиятельными людьми города, я решил вновь погрузиться в состояние самадхи. Это мое решение произвело на людей большое впечатление и многих заставило встать на духовный путь. Обстановка в городе оживилась. Я же сидел на крыше дома Харлал Саха Тхубдахарии и созерцал все происходящее. Я собрал прошлое воедино и превратил его в свою накидку. Будущее сделал языком пламени, а в настоящем я наслаждался мягкими лучами зимнего солнца. Беседовал с ранней Рачной об истине, показывал Раджшри путь к просветлению. Но в дела людей я не вмешивался. Я знал, что человек эгоист по своей природе. Он хочет получить все немедленно и сразу. Он за несколько минут хочет достичь просветления, желает познакомиться со всеми чудесами, которые может предложить ему йога. А ведь этого нельзя достичь сразу. Сначала нужно отринуть жизнь, полную богатства и комфорта, терпеть палящее солнце и страшный голод, дни и ночи предаваться аскезе, терпеливо сносить презрение и насмешки людей. И только потом истинный йог может приблизиться к Божественному, познать самого себя. После этого люди начинают признавать Его величие. Однако йог уже не принадлежит миру людей, поэтому если он остается среди людей, то ему приходится несладко. Ведь он по-настоящему уже не принадлежит никакому из миров. Как часто на своем жизненном пути я слышал грустный голос Божественного. Я слышал его в голосах моих приверженцев в Багешваре, Девидхуре, Альморе и в других местах. Они открыто выражали свои чувства, показывали мне свое восхищение и преданность, и тем самым вдохновляли меня продолжать свой путь. Однако чувства моих приверженцев часто были подобны волнам в океане. Они хотели, чтобы это состояние душевного подъема оставалось с ними вечно. Но проходило время, и их чувства успокаивались. И люди начинали обвинять в этом друг друга. Вот и сейчас ко мне приходили люди, которые хотели с одной стороны добиться признания в мире, который был для них домом, а с другой мечтали достичь высот в мире духовности. Они похожи на тех безумцев, которые без руля и без паруса надеются пересечь бурный океан.
Они хотят быть причастными к миру духовности и таким образом достичь общественного признания. Сегодня они забывают обо всем и погружаются в полную тьму, а завтра будут искать спички или лампу, чтобы хоть как-то осветить ее. Человеческое общество хочет, чтобы все ему подражали и копировали его структуры. Люди даже пуджу проводят для того, чтобы завоевать общественное признание и получить награду в материальном эквиваленте. Поэтому, если современный человек приходит к какому-то святому, то он делает это, руководствуясь соображением личной выгоды. Он хочет позаботиться о личном благе под прикрытием общественного блага. А современные отшельники также помогают политикам в их политической борьбе. Они уже не могут мыслить свободно. Все их мысли, убеждения и идеалы строятся на основе тех идей, что им вкладывают в голову политики. Такие люди позорят не только себя, они пятно на всем нашем обществе. Такие, с позволения сказать, святые и отшельники тоже хотят получить материальную награду за свои труды. Они тоже пребывают в иллюзиях. В современном мире ложь проникла во все сферы жизни, и религиозные организации также стали подобны торговым центрам. Человек мечтает даже божественные силы связать и поставить себе на службу. Подобно тому, как солнце, луна и звезды не исчезают навсегда, так не исчезает и карма, может исчезнуть только физическое тело. И пока живое существо не достигнет просветления, оно так и будет блуждать в потьмах, бессильное вырваться из круговорота жизни и смерти. Я часто наблюдал за жизнью поселения с перекрестка или какой-то другой точки, а потом возвращался на крышу. Весть о йоге разнеслась по всей округе благодаря усилиям Динеша Пунетхи и Джагдиша Саха. Теперь люди говорили о йоге везде, где только можно. И в магазинчиках, и в отелях, в ресторанах и на перекрестках дорог. Каждый день приезжали все новые и новые люди. Приехал доктор Падхак, потом приехал Джоши, а за ним Пант. Доктор Падхак пытался лечить своих пациентов с помощью йоги. Он еще раньше изучал йогу у Вималананда Брахмачарьи. Я открыл для него этот путь. Мне постоянно помогали бригадир Шарма, доктор Пунетхи, капитан Лал Сингх и господин Чаухан, а также семейство Мехра.
Даже если человек непосредственно прикасается к истине и испытывает неподдельные чувства, ум постоянно смущает его. Человек привык следовать за своим умом. Ум непостоянен, а если он останавливается, то человек тотчас же засыпает. Человек стал рабом своего ума. И если во всем этом хаосе и непостоянстве человек обнаружит, что есть нечто вечное и неизменное внутри него, и поймет, что это и есть истина, то он начинает двигаться в правильном направлении. В противном случае человек будет шарахаться из стороны в сторону. А если он не может добиться результата ни в одной из сфер жизни, то его охватывает раскаяние. Можно сказать, что те духовные учителя, что, следуя своим эгоистическим целям, приспосабливают священные речи древних мудрецов для сиюминутных нужд, продиктованных потребностями общества, совершают настоящее преступление. Они губят своих последователей, мешают их спасению. И если человек глуп, то он будет гнаться за сиюминутной и приходящей радостью, забыв о своем истинном «Я». Он начинает жить так, как будто взял свою жизнь взаймы, и в этом мире ему ничего не принадлежит. Все свое знание он почерпнул из книг, а практическую сторону жизни он узнал благодаря личному опыту. Мудрецы прошлого оставили нам такие бесценные сочинения, как Бхагавад-гита, Рамаяна, Коран, Библия и другие. Существует также множество комментариев к этим выдающимся сочинениям, которые не имеют собственного, независимого от этих произведений значения. Человек думает, что величие и сила святого зависят от того уважения и преклонения, которое он демонстрирует отшельнику. Человек не может вообразить ни одного действия без общественного одобрения. Что такое истина? О люди, общественные существа, которые своим поведением поддерживают незыблемые основы общества. Вы попали в сети этого общества, и повсюду вас окружает мелкий эгоизм. Вы забываете о том, что эго не вечно. Опьянение, гордыня, материализм, кармические связи – ни один из этих элементов не может стать вашим неизменным попутчиком на жизненном пути. Когда, заблудившись во тьме, вы будете умолять Всевышнего о жизни, будете просить Его указывать вам путь и вывести к свету, эти ненадежные товарищи сразу же вас покинут. Рассудительность уйдет. Органы чувств перестанут воспринимать окружающий мир. Тогда именно совокупность ваших прошлых поступков
ваша карма укажет вам, в какую сторону двигаться. И если вы видите человека, который отринул свою привычную мирскую жизнь, то считайте, что это особенный человек, ведь не потеряв, нельзя получить. И если же человек запутался в мирских делах, то только божественные силы могут вызволить его из этого плена. Растворитесь в истине, ведь кроме нее ничего больше не существует. Истина – это жизнь. Истина – это Бог. Истина – это и путь, и спутник на этом пути. Ложь подобна замку из песка. Любой порыв ветра может разрушить его. А истина – это такая черта, которую невозможно стереть или уничтожить. И если вы хотите жить, то живите, погрузившись в самого себя. То, что таится в глубине, это и есть истина. Мир связывает нас по рукам и ногам. Не стоит слишком доверять ему. Не смотрите на эту суету, не слушайте пустые разговоры, не совершайте пустых поступков. И если вы говорите, то говорите только о том, что вы знаете из собственного опыта. Сами принимайте решения. Пусть ваши мысленные вибрации оказывают влияние на этот мир, а не наоборот. Люди хотят вас запутать и полюбоваться увлекательным зрелищем. А на самом деле в этом мире нет ни радости, ни страданий. Все это иллюзия. Последняя граница – образ возлюбленной смерти. Каждое живое существо боится смерти, и человек тоже боится, потому что считает, что мир, в котором он живет, настоящий, истинный. Человек возвеличил сам себя, уважает оружие, с помощью которого можно одержать победу над другими, уважает коварство, обман и предательство. Человек тратит все свое время на обустройство материального мира. Он спрятал свою душу под покровами искусственности. Он не следует по тому пути, который освещает для него свет его души, потому что гонится за признанием и славой. Сейчас на этом базаре Майи все заняты тем, что торгуют уважением и презрением. Душа уже сама начала отвергать своего владельца, а в уме человека засели понятия о грехе и добродетели. Понятия, навязанные обществом. Оно вынуждает человека отдавать, когда он этого не хочет, прятать в тайнике своей личности греховные мысли и преуспевать в искусстве обмана и лицемерия. Люди боятся собственных поступков, собственных греховных мыслей. Смерть уже поселилась в их сердцах. Люди стали бояться смерти, а смерть, в свою очередь, начала пугать их. Смерть зовет вас
играет с вами в прятки, насылая болезни и другие опасные ситуации. А вы, охваченные страхом, живете в четверть силы, потому что ваш ум не дает вам спать спокойно, напоминая о прошлых грехах. Он не позволяет вам спать спокойно и не позволяет раскаяться. Чтобы скрыть отсутствие истины, вы совершаете еще 1000 преступлений, а потом, чтобы вам отпустили эти грехи, будете совершать многочисленные паломничества. Но ум не позволит вам успокоиться. Он постоянно будет напоминать вам о смерти, а вы будете бежать от этих напоминаний. Вы будете трепетать от страха смерти, но истина никогда не позволит вам сбиться с пути. Она превратит ваш ум в храм и научит любить смерть. Полюбите смерть. Пусть она станет вашей возлюбленной и примет вас в свои объятия. Тогда и волны жизни покажутся вам мягкими и приятными. Каждая проблема будет разрешаться сама собой, а каждый встречный на жизненном пути человек будет казаться дорогим гостем. Все живые существа будут равны в ваших глазах. Связь на уровне души свободна от предрассудков и дарит радость. Живое существо всегда куда-то движется, в каком бы теле оно ни находилось. И если вы будете помогать своим спутникам на жизненном пути, то ваша карма тоже превратится в помощника и будет указывать вам путь. Ведь она уже привела вас в этот мир. Карма является причиной рождения и смерти. Карма уводит вас с прямого пути и заставляет скитаться по дорогам жизни. Зачем же вы забываете о том, что вы гости в этом бренном мире, и он вам не принадлежит? Ведь даже вы сами себе не принадлежите. Как этот иллюзорный мир может принадлежать вам? Вы пришли сюда, чтобы действовать, чтобы своими поступками создать такую карму, которая бы позволила вырваться из вечного круговорота рождений и смерти. Смерть – это последняя граница. Она находится с нами на каждом повороте нашей жизни. Она никого не пугает специально. Кармические последствия собственных поступков пугают человека. А ведь смерть не создает сама никакой кармы. Она приходит к человеку в соответствии с той кармой, которую он сам создал. Смерть – это возлюбленная, которая любит нас истинной и вечной любовью. Она приходит, чтобы принести нам важную весть. Приходит неожиданно, хотя и присутствует всегда рядом с человеком, что бы он ни делал. Но живое существо так привязано к своему физическому телу,
что всеми правдами и неправдами стремится избежать смерти. Использует различные лекарства. Но разве человек может избежать объятий смерти? Это самое большое проклятие для человека. Он мечтает о жизни, но жизнь предает его. Человек не хочет терять ничего из того, что получил в этой жизни, но ему это не удается. Он хочет что-то сказать, но у него это не получается. Он хочет заснуть, но заснуть не может. Он хочет плакать, хочет смеяться, но и это ему не позволено. И когда человек уже совсем отчаивается, он начинает призывать смерть. Но и тогда он не может умереть по своему желанию. Он не может жить и не может умереть. Когда человек попадает в трудную ситуацию, он ощущает свою полную беспомощность. Он не может ни жить, ни умереть. Он не может убежать, но и остаться тоже не может. Ему остаются только воспоминания о прошлой жизни. И никто не может заполнить эту зияющую пустоту его души. Никто не может удовлетворить его потребность в любви, пока возлюбленная смерть не примет его в свои объятия. Она приходит, когда захочет. Смерть призывает человека подготовиться к ее приходу, совершая такие поступки, которые не были бы ни греховными, ни добродетельными, но исходили бы из глубины души. Такие поступки создают хорошую карму или не создают ее вовсе. Она призывает нас не тратить свое бесценное время понапрасну на ссоры, споры и выяснения, что мое, что твое. Она призывает нас забыть о глупости и пустых рассуждений, от двойственности прийти к Адвайте. Солнце и все планеты, включая нашу, круглой формы. Все они вращаются по собственной орбите. Жизнь и смерть тоже кружатся. Жизнь вокруг смерти, а смерть вокруг жизни. И человек также вращается по собственной орбите вокруг собственного центра притяжения. Я тоже сидел на круглой крыше круглого дома. Какой красивый дом построил Харлал-Сах. На северо-востоке я видел заснеженные вершины Гималайских гор. Я чувствовал, как свет духовности распространяется по Питхаур-Гарху. Человек, погруженный в самадхи, находится за пределами законов физики и недоступен смерти.
Человек может находиться в состоянии самадхи несколько тысяч лет, тем самым бросая вызов законам физики и самой смерти. Пока человек пребывает в состоянии самадхи, с физическим телом ничего плохого не происходит. Когда человек возвращается из состояния самадхи, то он выглядит даже более здоровым и сияющим, чем в тот момент, когда он в него погрузился. Смерть ничего не может поделать с истинным йогом, который, оставив свое физическое тело, путешествует по тонким мирам. Смерть постоянно посылает людям знаки о грядущих переменах, и, получив это послание, люди пугаются. Но человек, погруженный в состояние самадхи, сам бросает вызов смерти, и она не может причинить ему вреда, потому что такой человек превращается в воплощенную силу. Все его намерения материализуются. Человек, погруженный в состояние самадхи, бросает вызов законам физики. Ведь современная наука, хотя и научилась запускать ракеты в космос, но не в состоянии измерить ментальные волны. И сейчас в гималайских пещерах много святых погружено в состояние самадхи. Они путешествуют по различным мирам. Современная наука мечтает проникнуть в тайны космоса, исследовать такие планеты, как Луна, Марс, Венера, Юпитер и многие-многие другие. Но до сих пор ученым не удалось установить контакт ни с одним живым существом, представителем внеземной цивилизации. Вместо того, чтобы изучать законы материального мира, они могли бы сосредоточиться на изучении мира духовного. И тогда им бы предоставилась возможность выйти на связь с существами из других миров. На всех этих планетах есть своя жизнь. Там живут и люди, и божества, и животные, и птицы. Об этом говорят и наши священные тексты. Многие святые мудрецы прошлого рассказывали об этом, и это правда. Космическое пространство. Я делюсь с вами собственным опытом. Я путешествовал по многим мирам и видел различных живых существ, населяющих эти миры. Я вновь повторяю, что мудрецы прошлого правдиво описали нам жизнь на других планетах. Существа, обитающие там, находятся на гораздо более высоком уровне развития. Они легко могут путешествовать повсюду во Вселенной.
Они легко могут путешествовать повсюду во Вселенной. В космосе существует много таких планет, чьи жители посещают нашу планету, а потом обратно возвращаются к себе. И если современная наука займется исследованием тонких тел, то сможет вступить в контакт с этими живыми существами. А современный человек теряет время, занимаясь исследованиями в области физики, химии, атомной энергии. Ученые провозглашают, что все достижения современной науки направлены на благо человечества. Но на самом деле они способствуют гонке вооружений и накоплению оружия массового поражения в больших количествах. И если бы только современные исследователи могли отойти на шаг от исследования физического мира и начали бы искать истину в себе, в своей душе. И если бы только они могли погрузиться в тонкий мир, тогда бы они сумели познать истину. Человек сам по себе великая сила. Он подобен такой самодвижущейся колеснице, которая может перемещаться на любое расстояние, в любую точку пространства. Он подобен книге, в которой есть надписи на всех языках мира. Он подобен лаборатории, в которой можно очистить от примесей все основные элементы. Человек – целостное и совершенное существо, но общество раскололо его на части, сделало неполноценным. Общество разрешает человеку познать только одну какую-то часть самого себя, заставляя все остальные части погрузиться в глубокий сон. Современный человек далек от целостности. Он живет, опираясь только на одну из своих частей. Но знание о самадхи возвращает ему утраченную целостность, открывает дорогу во внутренний мир, учит, как можно разложить тело на элементы и вновь воссоздать его уже в другом месте. Позволяет человеку путешествовать как в материальном мире, так и в тонком. Самадхи отодвигает смерть в сторону. Самадхи – это основа основ. Погрузившись в самадхи, можно общаться с божествами и просветленными. Но неизвестно почему современная наука даже после открытия нейтронов не хочет заниматься изучением тонкого мира. Необходимо, чтобы наука и природа шли рука об руку. Современная наука говорит нам о том, что нет никаких препятствий движению электронов, протонов и нейтронов. Они могут преодолеть любую преграду. Для кармического тела тоже нет преград, хотя оно и пребывает в физическом теле. Когда йог погружается в состояние самадхи, он выходит из физического тела
и создает для себя сначала тонкое тело, а потом кармическое. В этих телах он может путешествовать по различным мирам. В другом мире он воссоздает свое тело в соответствии с условиями окружающей среды. Ученые должны понять, что природа – это основа всего. Все научные достижения базируются на законах природы. Наука только подтверждает существование этих явлений. Если не было бы природы, то и науки не существовало бы. Современная наука достигла невиданных высот. Но подумайте, все эти достижения были бы невозможны без существования таких первичных элементов, как вода, воздух, земля, огонь и космическое пространство. Наука идет рука об руку с природой. Но наука не хочет сотрудничать с природой, а хочет только использовать ее богатство. Современная наука никак не может превратиться в великую науку, потому что тогда обычная наука исчезнет, ее место займет духовность. Духовность призывает нас исследовать богатство собственной души. Физическое тело – это соединение 5 первичных элементов – воды, воздуха, огня, земли и пространства. И если бы люди серьезно задумались над этим вопросом, то не было бы необходимости в других исследованиях. Человек смог бы познать как самого себя, так и Вселенную. У существ, населяющих различные миры, может преобладать тот или иной элемент – огонь, вода или воздух. Но везде живые существа ведут ту жизнь, которая соответствует их карме. Для того, чтобы установить контакт с этими существами, человек должен прежде всего очиститься от всего ложного и наносного. Современная наука стремится установить контакт с инопланетным разумом. Для этого ученым придется обратиться за помощью к просветленным отшельникам, которые могут объяснить им, что тело состоит из элементов, и рассказать, как можно разложить тело на эти элементы, растворить в пространстве, а потом воссоздать его в другом месте. Йога говорит нам о тончайших мысленных вибрациях, которые гораздо тоньше того, что может зафиксировать современная наука. А если бы существовало сотрудничество между различными областями знаний, то йога могла бы оказать неоценимую услугу как физике, так и химии, а также помочь в исследованиях в сфере ядерной физики и атомной энергии. Таким образом, эти знания могут стать полезными для человека. Я от всей души надеюсь, что исследователи атомной энергии теперь обратятся к изучению души.
И если человек получил знания о йоге, то ему уже не нужны никакие другие знания. Ведь наше физическое тело – это совершенный инструмент, с помощью которого можно делать все, что угодно. А наш путь лежит через действие к состоянию глубокого самадхи. Все, что я говорю здесь, я говорю, исходя из собственного опыта. Любой ученый может пожить рядом со мной в течение определенного времени и убедиться в моей правоте. Я много раз совершал путешествия в космос. Я изучал внеземные цивилизации. Несколько лет провел в водном мире. Я погружался в состояние самадхи и оставлял свое физическое тело в гималайских пещерах на срок до 3 лет, а сам в это время путешествовал по различным мирам. Я могу заставить это тело раствориться в пространстве и воссоздать его в другом месте. Если у меня возникнет такое желание, я могу проникнуть в другое тело и действовать, находясь в нем. Как много раз я находился в Гималаях и одновременно путешествовал по миру. Как часто я создавал себе другое тело и, находясь в этом теле, исцелял людей как в нашей стране, так и за границей. Я научил тысячи людей, измученных проблемами современного мира, как им следует жить. Я вывел их из мира отчаяния, в котором они пребывали, и привел их в мир, полный новых надежд. Однажды, когда возникла необходимость, я воссоздал сразу 2 тела для того, чтобы исцелить людей и дать им жизнь. Пока человек погружен в самолюбование, пока он охвачен гордыней, он не может обратиться к Богу, считая это ниже его достоинства. Но если человек устал на своем жизненном пути или ощущает себя одиноким, тогда сердце его, наконец, обращается к Богу. Исцеление от болезней с помощью самадхи. Многим молодым ученым, преподавателям, литераторам и бизнесменам я указал правильный путь, объяснил, что такое истина. Я вдохновлял людей, борющихся со смертью, вести полноценную жизнь. Многим интеллектуалам из Америки, Канады, Японии, Германии, Франции я показал, какой силой обладает духовность. И я исцелял людей во многих городах Индии. Пребывал в состоянии самадхи, создавал различные тела по своему желанию. Мое физическое тело находилось за 1000 миль от того места,
куда я мог переместиться, чтобы помочь людям, чтобы принять участие в том или ином событии. И я могу назвать имена многих людей в Дели, Бомбее, Калькутте, имена тех людей, в ком я пробудил духовный свет, чью жизнь я полностью изменил. В таких местах, как Кумаон, Девидхура, Альмора, Найнитал, Бхимтал и Багешвар, я появлялся одновременно в 2 телах и исцелял людей. Я мог одновременно разговаривать с людьми, одетый в одежды отшельника, и прогуливаться по улице в самом модном наряде. Я и сейчас иногда так делаю для того, чтобы познать тайны жизни и избавиться от прошлой кармы. И сейчас, находясь в Гималаях, я перехожу в тонкое тело, и в тонком теле указываю людям правильный путь. Я помогал людям и в других местах, таких как Канпур, деревня Девария, расположенная недалеко от Лакхнау, Падраула, Горакхпур, а также в непальских деревушках. В Непале я оказал на умы людей огромное влияние. Я и сейчас иногда перехожу в тонкое тело для того, чтобы помочь этим людям, избавить их от болезней и страданий. По своей природе человек является совершенным существом, а его организм – самоисцеляющейся системой. Но эту целостность и гармонию нарушает воспитание в обществе, его порядки и законы, которые лишают человека первозданного совершенства. Человек начинает рассуждать, начинает сомневаться в той истине, которая заложена в нем изначально. Люди сбивают друг друга с толку. Например, человек намерен что-то сделать, а другой его отговаривает или запрещает ему это делать. Третий человек может, наоборот, побуждать человека сделать то, что он задумал. И если кто-то тонет, то люди вместо того, чтобы спасать утопающего, начинают давать ему советы. И если же какая-то критическая ситуация происходит с теми, кто давал советы, то и они не хотят брать ответственность за свою жизнь, предпочитая переложить ее на кого-то другого. Они могут искать решение своих проблем в книгах или где-нибудь еще, лишь бы самому не принимать решения. Если я хочу передать какому-то человеку истинное знание, то через некоторое время человек все равно его потеряет, потому что современная культура и философия вынуждают его. Человек готов признать возможным путешествие на Луну в космическом корабле, потому что в возможности такого путешествия его уверяет наука. Но он не готов поверить в то,
что йоги тоже могут совершать путешествия как на Луну, так и по другим мирам. Человек настолько глуп, что отрицает свои собственные силы и возможности, данные ему природой. Хотя и знает, что все достижения науки стали возможны благодаря законам природы. Подобно тому, как каждый человек не может стать космонавтом, так и не каждый может стать исследователем собственной души. Человек по природе своей изобретатель. Он постоянно исследует и изобретает что-то новое. Мы не можем проверить на практике, действительно ли астронавты опускались на Луну, где брали образцы лунного грунта. Люди верят тому, что им говорят. Почему же так сложно поверить в то, что йоги, познавшие самих себя, могут путешествовать по различным мирам? И если ученые трудятся в лаборатории материального мира, то йоги используют лабораторию собственного тела. И если современные ученые смогли принести на Землю лунный грунт, то йоги сумели установить связь с существами, которые населяют другие миры. Ученые только лишь допускают вероятность существования жизни на других планетах, в то время как йоги могут привести множество убедительных факторов, доказывающих существование такой жизни. Еще в древности мудрецы говорили о том, о чем сегодня только начинают говорить ученые. О том, что если выйти за пределы земной орбиты, то можно оказаться в месте, где нет ни закатов, ни рассветов. Великий мудрец древности Вишвамитра запустил на орбиту Земли 3 внушительных спутника, которые и сейчас вращаются по своей траектории. Если бы современная наука установила связь с этими спутниками, то смогла бы извлечь для себя очень много крайне полезной информации. И если современная наука до сих пор не смогла понять, что же происходит с телом в состоянии самадхи, то как же она может объяснить путешествие йога в тонких телах? Сначала она должна изучить вопрос о первоэлементах, составляющих физическое тело, и вопрос о ментальных потоках. Потом она должна заручиться поддержкой физического тела. До сих пор наука опирается исключительно на ум. Но ведь тело состоит из множества тонких элементов, и их необходимо изучить. Йоги знают об этой тонкой материи и умеют ей использовать для своего блага. Именно поэтому их способности кажутся сверхъестественными. И современная наука может овладеть этим знанием, если сделает шаг навстречу йоге. Тогда она поймет законы перемещения тонких тел.
Именно тогда она сможет предоставить человеку возможность жить полной жизнью, наслаждаться чувством уверенности в себе и использовать по максимуму свое бесценное время. Я несколько раз погружался в состояние самадхи, находился в воде, в снегу, под землей. Многие ученые из Америки, Японии, Франции, Австралии, Великобритании и Индии не могут до сих пор понять, в чем же заключается моя тайна. Как они могут понять тайны гималайских отшельников? Сколько раз я призывал их хотя бы на некоторое время оставить общество, оставить привычный мир и удобства и отправиться со мной в Гималаи. Я обещал показать им то, что никогда не обнаружит современная наука. Но они не готовы отринуть материальный мир даже на непродолжительное время. Как же они могут надеяться на то, что йоги покинут свою мастерскую в Гималаях и придут к ним? Разве ученые не могут уделить хотя бы некоторое время изучению духовных практик? Они не хотят бороться со своей гордыней, но однажды они поймут, что возможности науки ограничены. Более того, однажды природа взбунтуется против того, что люди безжалостно ее эксплуатируют. Вот тогда-то ученым придется оглянуться по сторонам в поисках нестандартных решений. Тогда они тоже встанут на духовный путь. Человечество стоит на краю пропасти, и поэтому ждать осталось недолго. Иногда в происходящем присутствует гармония, иногда она исчезает. Но все это случается лишь до тех пор, пока природа помогает человеку в его начинаниях. Ведь человек уже стоит на краю пропасти и все больше обижает природу. До последнего времени природа давала все человеку в дар, ничего не требуя взамен. Но постепенно ситуация меняется. Потому что человек уже перешел критическую грань. Он совершает насилие над природой, над горами, реками и морями. Он вырубает леса, испытывает ядерное оружие, превращая плодородные земли в пустыню. А как человек умудрился загрязнить космическое пространство? Но природа уже бунтует, и недалек тот день, когда мы станем очевидцами страшных тайфунов и торнадо, извержений вулканов и наводнений. Тогда вся придуманная человеком техника выйдет из строя. Человек спохватится, но будет слишком поздно. Великие люди Гималаев.
Уже сейчас человеку необходимо задуматься над тем, что происходит. Ученым так или иначе придется обратиться к духовности, обратиться к знаниям, которые дают нам Гималаи. Мысли великих мужей, которые обитают в Гималаях, способны спасти человечество. Ведь они знают все и обо всем, о прошлом, настоящем и будущем. Время никогда не убегает от них. То самое время, которое никогда не ждет остальных людей. Но человек продолжает упорно идти туда, куда идти ему совсем не нужно. Иногда человек останавливается, и у него появляется желание повернуть обратно, но время не позволяет ему этого сделать. Но если человек будет продолжать считать природу своей собственностью, то и она перестанет ему помогать. Возникает странная ситуация. Человек не может остановиться в своей самоубийственной гонке, и природа уже не может сдерживать свое противостояние. Это противостояние неизбежно. Человеку в самом скором времени придется столкнуться с бурями, наводнениями, засухами и извержениями вулканов. Люди будут уничтожать друг друга с помощью атомного оружия во имя человечности, будут продавать друг друга, превращать других людей в рабов. И лишь тот человек сможет изменить мир к лучшему, кто познал законы природы и Адвайты, для кого не существует ни Иисуса, ни Ислама, ни Рамы, ни Кришны, ни пророка Мухаммеда. Куда бы я ни уходил, я неизбежно возвращался на круглую крышу в Питхаургархе, где наблюдал за активностью окружающего меня людского муравейника. И я наблюдал за процессами созидания и разрушения. Видел, как жители Питхаургарха запутываются в сетях обыденной жизни, как они сбиваются с пути, руководствуясь в своих поступках такими разрушительными чувствами, как зависть, ревность, чувство собственного превосходства. Они стремились к почету и пытались всеми способами избежать унижения. Но вдруг сама жизнь предоставила мне счастливый случай наставить этих людей на путь истинный. Мне для этого даже не пришлось делать ничего особенного. Как будто внутри каждого человека начал раздаваться внутренний голос. «Эй, человек! Эй, глупец! Ты погряз в своей гордыне, в своем эгоизме. Ты готов упустить случай, который выпадает один раз в 1000 лет, а может быть и еще реже. Ведь то, что происходит с тобой сегодня, завтра уже не повторится.
Эй, глупец, ты погряз в сетях этого мира, но не отвергай того, что хотят тебе сказать небеса. Ведь ты постоянно получаешь эту божественную информацию, но предпочитаешь очень быстро забывать о ней. Если высокодуховный человек останавливается на своем пути, то он делает это для того, чтобы что-то дать людям, а не для того, чтобы что-то взять. Твое сердце – это твой дом, и там царствуешь ты сам. Там на троне восседает Бог, восседает душа. Именно так мы и узнаем, что такое истинная жизнь. Это нечто всегда находится за пределами разума. И если человек научится воспринимать все предметы окружающего мира непосредственно, не давая им оценки и не вешая на них ярлыки, то он сможет познать всю Вселенную и увидеть просветленную сущность каждого живого существа. Он отправляется в свободное путешествие, и на этом пути он не принадлежит никому, и ему никто не принадлежит. Он принадлежит всем одновременно. Он ничего не знает о рождении и смерти. У него нет особого притяжения к искусству, к созиданию, и нет особого отвращения к последней границе, к разрушению. Его не может соблазнить роскошь, и он не кичится своими знаниями. Он видит одухотворяющий свет везде, во всех живых существах, во всех вещах и явлениях. Но люди, живущие в обществе, считают, что такой человек ничем от них не отличается. И поэтому, когда он приходит к ним, то они упускают такой уникальный шанс. Огромная проблема понимания заключается в том, что люди всегда считают других подобными себе и пытаются разгадать тайну поступков другого человека, руководствуясь собственным опытом. Люди редко допускают мысль о том, что другой человек может мыслить, чувствовать и поступать совсем не так, как они привыкли. Но ведь время никого не ждет. Оно постоянно погружает живых существ в круговорот рождения и смерти. Оно не останавливается ни на секунду, а продолжает идти вперед. Человек изо всех сил пытается догнать время. Иногда он теряет направление и не знает, куда ему дальше идти. Иногда он устает и останавливается, иногда убыстряет свой бег. Но он продолжает свои усилия, пока жива надежда.
Самадхи в Питхаур-Гархе. Прошло некоторое время, и с помощью Динеша Пунетхи, Трипуан Лал Саха и Джагдиш Саха Пантера весть о предстоящей яге разнеслась по всей округе. Благодаря средствам массовой информации люди даже в самых отдаленных деревушках узнали о том, что я собираюсь погрузиться в самадхи. Председатель профсоюза транспортных работников Сатулал Агравал и бригадир Шарма вдохнули в эти планы новую жизнь. Благодаря неустанному труду капитана Сатьендры Синха Неги, Прем Синха и Раджендры Сахни, благая весть о йоге пришла в каждый дом. Трипхуван Лал Сах тоже посвящал все свое время предстоящему самадхи. Махендра Матияни Саптаник работал, не ожидая никакого вознаграждения за свои труды. Но когда приблизился день самадхи, настроение людей и природные силы вступили в противоречие. Лил проливной дождь, и ветер был тоже очень сильным. А ведь я всегда говорил о том, что природа помогает тем, кто практикует йогу. Таким образом возник вопрос, поможет ли мне природа в моих начинаниях. Мы начали ягью прямо под дождем, который и не думал прекращаться. Та яма, находясь в которой я должен был погрузиться в самадхи, была затоплена водой. Два дня продолжалось это неистовство дождя и ветра. Я просил природу о помощи. Люди тоже возносили свои молитвы, но дождь не прекращался. Люди были расстроены. Я вновь посмотрел на небо, посмотрел на Гималаи. Вершины гор были покрыты тяжелыми облаками. Я снова попросил природу о помощи, но небо только еще больше потемнело. Тогда я создал мысленное намерение и направил его в сторону дождя. В черных тучах тотчас же появился просвет, и вскоре дождь прекратился. Люди смотрели на меня, открыв от удивления рты. Радость охватила сердца окружающих, потому что они получили прямое доказательство того факта, что природа находится на нашей стороне. Я делал все, находясь под влиянием божественного вдохновения. Я хотел, чтобы люди вспомнили о святых и мудрецах прошлого, о тех истинах, которые они провозглашали. Произошедшее чудо
не было делом моих рук, потому что меня как такового не было. Я все отдал, растворившись в божественной сущности. Я был просто тем маяком, который указывает путь заблудившимся путникам. И я был олицетворением вызова, который йога бросала науке. Я был новой темой для журналистов и литераторов. И я освобождал людей от прошлой кармы, помогал им найти свой путь, вдохновлял их на то, чтобы они развивались духовно. Мы разожгли вместе, приготовленным для самадхи, огонь, а потом Даянанда и Трибуван Лалх очистили его от грязи. Динеш, Анджу и капитан Неги обустраивали его сверху. Из Найниталя приехал Навин Лал Сах, а вместе с ним Аранджна. К тому времени небо уже полностью очистилось. Все шло по плану. Врачи, ученые, журналисты и другие уполномоченные лица занимались своими делами. С моим телом произошли удивительные перемены. Потом пришла известная отшельница Сантоши Ма. Повидавшись со всеми, я дал прасад Ране и приготовился стать путешественником по небесным мирам. Я собирался погрузиться в состояние самадхи под землей. Все вокруг меня плакали, и только я смеялся. Сколько любви и нежности я получал от людей. Я остался, а тело мое исчезло. Я вышел наружу и стал наблюдать за происходящим. Стал слушать, что говорят люди. Потом я начал прогуливаться рядом с местом самадхи. Но никто не видел и не слышал меня, ведь мое физическое тело было погребено под землей, а я сам пребывал в тонком теле. Иногда я пытался приблизиться к тому или иному человеку, стать видимым для него. Но когда он с криком радости бежал мне навстречу, я снова исчезал, растворялся в пространстве. Вместо меня оставалось только подобие света. Таким образом, я хотел донести до людей свое послание, указать им правильный путь. Я хотел, чтобы люди забыли о своем извечном страдании и погрузились бы в океан божественного сознания. Люди вели себя по-разному. Кто-то меня оплакивал, кто-то удивлялся, кто-то постоянно ходил вокруг того места, где находилось мое физическое тело. Рани расчувствовалась и надолго замолчала.
Раджу и Раджшри постоянно разрывались между отчаянием и надеждой. Я купался в лучах их безусловной любви. И я открыл душе Рани правду о ее прошлой жизни и призвал ее стремиться к освобождению. Она получила мое немое послание, и ее глаза наполнились слезами. Она хотела что-то сказать, но не могла произнести ни слова. Тем временем я создал для себя новое тело и приблизился к ней. Она радостно припала к моим ногам. Некоторое время я освобождал ее от груза прошлой кармы, объяснял, в каком направлении ей нужно идти. В ее сознании словно зажегся светильник. Она поняла, что это я беседовал с ее душой. Она вспомнила, что происходило с ней в прошлых жизнях, и приняла решение встать на путь просветления и духовности. Потом я ушел оттуда и отправился в город, где явился еще нескольким людям. Я открыл жене Амарнатха Бхасина тайны ее жизни. Затем появился в кругу семьи Раджендры Сахни и устранил причины их семейных проблем. После этого я направился в дом к Трибхуван Лал Саху. Женщины – необыкновенно чувствительные и отзывчивые создания. Их сердца глубокие, как море. В этой глубине заключены истина и святость. Когда они поклоняются Богу, то они полностью переполняются чувством божественной любви, бхакти. Поэтому я появлялся перед обеспокоенными женщинами, чтобы они поняли, что со мной не произошло ничего плохого. Женщины молились о моем благополучии и готовились исполнять религиозные гимны. К тому времени я уже удалился на сотни миль от этого места в сторону Тхал, Кедара и Дидидхата. По дороге я встретил людей и сказал им, чтобы они шли на ягью. Они хотели было меня задержать, но я сделал свое тело невидимым, оставив их в полнейшем недоумении. Потом я вернулся в Питхаургарх и проверил, как идет ягья. Объяснил некоторые организационные вопросы Раджендре Лал Саху и Анджу. Ученых-брахманов, признанных знатоков Вед, я предупредил, чтобы они проводили церемонию с предельным вниманием. Харлал Саху Тхудхарии я велел приготовить свой дом для приема гостей. Ведь на церемонию пришло множество прославленных йогов из Каши и из различных областей Гималаев.
Среди них были Рам Лал Джи Махарадж, Сарвешварананда Джи и Кришна Чандра Гири. Ашватхама Джи проник туда и наблюдал за тем, как проходит церемония. И я увидел, что Тарадатта Шастри и Гханшьям Датта прекрасно руководят церемонией. Успокоившись, я отправился в Девидхуру. К тому времени уже наступил вечер. Я расположился в доме Даянанды Гаркоти и велел Сарасвати Деви позвать всех учеников. Пришли разные люди. Среди них Мансингх Теги, доктор Пуран Чанд Джоши, Сабан Сингх Рана и другие. Они начали задавать разнообразные вопросы. Они уже знали, что я пребываю в Питхаургархе в состоянии самадхи. Я говорил с людьми, дал последние духовные наставления Даянанде Гаркоти и его жене. Объяснил Мансингху Неги, как правильно молиться, перебирая четки. Я подарил каждому из присутствующих по цветку и исчез. Тонкое тело человека желтого цвета. Оно похоже на физическое тело, но до него нельзя дотронуться. Оно никогда не отдыхает. Оно вечно находится в движении, в мысленном потоке. В нем есть и ум, и ощущение собственного «я». А в кармическом теле ничего нет. Оно подобно яркому свету. Это образ души, в котором заключена безграничная сила. Я кружил по разным местам и в конце концов вновь вернулся туда, где проводилась ягья. Казалось, что главный огонь может вот-вот погаснуть. Я позвал Тарадатта Шастри, чтобы сообщить ему об этом. Попробовал разбудить его, но он спал глубоким сном. Тогда я поднял его в воздух, а затем уронил на землю. Я сказал ему, чтобы он следил за поддержанием огня в главном очаге. Тарадатта окончательно проснулся и удивленно на меня уставился. Потом он занялся разведением огня. Я же отправился к Радже благословить ее и сказал, что у нее обязательно будут дети. То же самое я сообщил Гите, обещая, что у нее скоро родится мальчик. После этого я перенесся в дом Джагендри Синха от Хикари. Я исцелил больного ребенка хозяина дома, а потом дал множество поручений Раджендре. Он спал, но я разбудил его, объяснил, что нужно делать, и через секунду уже переместился на сотни миль оттуда, к озерам Нал и Дамаянти и Пхимтау,
в дом к Харендри Синхо Сатвалу. Премии Памме я дал особую мантру. Я велел им всегда спокойно плыть по волнам жизни. Во время этого самадхи тысячи людей видели, как я прогуливался по улочкам различных городов. Видели, как я сидел на холме. Однажды я создал одновременно несколько тел и так встречался с людьми, даже с армейскими офицерами. Я всегда старался побуждать ученых исследовать новые, неизведанные горизонты. Особенно меня интересовала тема атомных исследований. Я сам был феноменом, достойным изучения. Мое физическое тело находилось под землей на глубине в 7 футов, а я в то время встречался с людьми. Помогал им избавиться от их проблем, исцелял их от болезней. И все это я делал, находясь в тонком теле. Я создавал это тело и по своему желанию растворял его в пространстве. Я мог одновременно создать это тело в нескольких местах. Я проводил самадхи для того, чтобы заставить ученых и философов задуматься, действительно ли человек, погруженный в состояние самадхи, может перемещаться в пространстве, используя для этих путешествий по другим мирам тонкое и кармическое тело. Ведь я такой же человек, как и все остальные, обычный член общества. Я, как и все остальные люди, вырос в большой семье. Я долго учился и стал пилотом, но потом я бросил все для того, чтобы приблизиться к собственной душе. После того, как я познал свою душу, я продолжаю гулять по этому саду жизни, подобно тому, как это делают все остальные. Разница между мной и остальными людьми заключается только в том, что остальные люди действуют под влиянием собственной кармы. Я же от этого влияния свободен. Люди идут на поводу своих страстей, желаний и привязанностей. Их поведение обусловлено воспоминаниями и планами на будущее. Я же нахожусь за пределами всего вышеперечисленного. Я не то и не это. Я есть, но мне ничего не принадлежит в этом мире. Все мои действия направлены не на создание будущей кармы, а на уничтожение предыдущей. Однажды моя карма будет полностью уничтожена. Процесс создания новой кармы остановится, но я не остановлюсь. Я буду продолжать погружение в свою божественную сущность. Через 5 дней при огромном скоплении людей я вышел из состояния самадхи.
Мне вновь пришлось вернуться в тот мир, где меня ничто не привлекало. Когда я погружался в состояние самадхи, то исчезло все, что обычно меня окружало. Но вот я вновь вернулся, и этот переход был для меня нелегким. Пришлось снова набросить на себя накидку повседневного существования. Ведь в этом мире нет ничего, кроме привязанности и наблюдения. Человек эгоистичен по своей природе. Все, что он делает ради собственного блага, руководствуясь соображениями собственной природы. И если он видит, что другие люди достигли больших успехов по сравнению с ним, то начинает испытывать зависть. Глупый человек упал в темный колодец и кричит в отчаянии, ища выход. А зачем же просить Бога о помощи? Разве сам человек не может выбраться из этого колодца? Тот, кто пришел в этот мир, однажды его покинет. В лучшем случае останется только память об этом человеке. Зачем же человек переживает из-за пустяков? Не лучше ли бояться Бога и самого себя и полюбить смерть? Не лучше ли отринуть ложь и полюбить истину? Сколько можно плавать по бурным волнам этой жизни, руководствуясь ложными ценностями? Ведь однажды силы покинут человека, и он может утонуть. Как только морские волны уничтожат существование одного конкретного человека, они тотчас же примутся за новое созидание. Я остановился в Питхаургархе. Многие люди пришли издалека, чтобы увидеть меня. В обществе со скоростью лесного пожара начали распространяться слухи обо мне, и эти слухи часто были далеки от реальности. Мне было грустно наблюдать за этими интригами, за игрой симпатий и антипатий. Кажется, что современный человек пал настолько низко, что он и Бога захочет продать и съесть. Человек упал, но подниматься не хочет. Для того, чтобы почувствовать удовольствие от жизни, человек прибегает к разнообразным хитростям, к лжи и обману. Но все равно счастье обходит его стороной. Человек знает, в чем истина, а в чем ложь, но все равно поступает по-своему. Как же простить его грехи, которые были совершены вовсе не по причине незнания? Поступки человека превращаются в его карму, которые и формируют его дальнейшую судьбу. Сидя на круглой крыше высокого дома, я удивлялся недальновидности тех,
кто пришел в этот мир лишь для того, чтобы пользоваться его благами. Но что я мог дать этим людям, кроме своего благословения? Когда я погрузился в состояние самадхи, то уверил свое тело заботам той последней грани, той, которая всегда была со мной. Она стояла рядом и улыбалась, в то время как я отправился в Харидвар встретиться с достопочтенной Анандамайей. Я оповестил мать Анандамайи о своем присутствии с помощью Свами Бхаскара Ананды. Он отвел меня к ней. Время уже было за полдень, и мать отдыхала. Увидев меня, она заулыбалась. Я сел на стул, но прежде в знак признательности вручил ей 2 цветка. Она чувствовала себя не очень хорошо. Правая сторона тела, особенно рука, ее не слушались. Я очень быстро исцелил ее, и она попросила меня пожить рядом с ней несколько дней. Потом я склонился перед ней, и она благословила меня, положив ладонь мне на голову. Прошло некоторое время. Я видел, что смерть стоит рядом с моим телом. Она скиталась в пустоте, потому что то, к чему она стремилась, то есть мое телесное сознание, отсутствовало полностью. Она хотела прикоснуться к моему телу и вновь привести его в движение. Она хотела, чтобы светильник жизни вновь зажегся внутри моего тела. Но я знал о ее мыслях и намерениях. И я сидел рядом с Бабой Девраха на берегу реки Сараю. Мы сидели на возвышении. Множество людей склонялось в поклоне перед Бабой. Он же невозмутимо перебирал четки. Неожиданно над помостом пронесся порыв ветра. Баба насторожился. Он почувствовал присутствие какой-то сущности и посмотрел на меня. А я пристально наблюдал за течением реки Сараю. Потом я незаметно удалился и отправился к священной Ганге. Мое тело находилось там, где я его оставил. Мои приверженцы сидели рядом и ждали. Там была жена Хукум Синха Мехры и Рани Пушпа. А смерть, последняя граница, тоже находилась неподалеку. Она стояла на берегу жизненного потока и хотела забрать меня с собой, но ничего не могла поделать. Ее любовь была безграничной, но она не умела ее правильно выражать. Она почувствовала тот момент, когда я приблизился. В тот момент Рани включила радио, и раздались чарующие звуки музыки.
Жена Хукум Синха постоянно заставляла меня погружаться в воспоминания. Она вспоминала колледж Талкидар, где она училась, вспоминала жизнь, полную роскоши. Она припомнила и тот дворец, где прошло мое детство. А я тоже был удивлен тому, как такая знатная и образованная женщина оказалась в Питхаургархе. Конечно, в жизни каждого человека бывают весны и осени. Наступает время случиться чему-то, и уже невозможно отменить решение судьбы. Человек часто развлекает себя тем, что вспоминает прошлого, какие-то особенные моменты, которые как алмазы сияют в короне его воспоминаний. Каждый человек любит свое прошлое. Он перебирает события прошлого, любовно украшает свои воспоминания, потому что человеку кажется, что прошлое принадлежит ему. Он думает, что в прошлом содержится часть его жизни. Когда мы сидели на крыше, то часто погружались в бурные волны воспоминаний. А смерть стояла рядом и радовалась, что я теряюсь где-то. Она думала, что я начинаю к чему-то привязываться, но это была ее ошибка. Я участвовал во всем, что происходило вокруг меня, но при этом я был отстранен, и я не принадлежал происходящему. Смерть давно пыталась приблизиться ко мне, с тех самых пор, как я родился. Она хотела забрать меня с собой и поселить в своем собственном мире, но она была бессильна против меня. Ей оставалось только звать меня. Она ждала меня на каждом повороте моего жизненного пути, но не осмеливалась ко мне приблизиться. Она могла наброситься на кого-то из тех, кто шел рядом со мной, кто был моим спутником. Иногда она брала с собой целую армию болезней, чтобы заставлять людей стенать и охать. Увидев меня, она останавливалась и говорила мне, чтобы я вернулся в обычный мир. Она описывала мне свои силы и возможности, какая у нее непобедимая армия, какой она прекрасный полководец и как искусно умеет вести войну, какое у нее совершенное оружие. Она говорила: «Я часть природы, и я ее неизбежный закон. Я пугаю людей, показывая им разные ужасы, вместо кремации трупов, черепа, кости. Но ведь я – это высшая истина, и моя любовь тоже истинна». Я люблю всех живых существ. Я лишаю их сознания, смешиваю тела с землей. Таким образом я выполняю свой долг. Я помогаю природе поддерживать всеобщую гармонию. Мое дело – приносить изменения в привычную действительность, в жизнь всех существ, будь то человек или животное,
будь то даже неодушевленное существо. Я изменяю путь деревьев, растений, гор и рек. Я изменяю путь планет и звезд. Будь то луна или солнце, земля или море, все они находятся в моей власти. Меня ненавидят даже боги и демоны, но я люблю всех. Для меня все равны: и Мухаммед, и Иисус, и Будда, и Махавира, и Арасту. Я не делаю исключений ни для одной касты, ни для одной варны. У меня нет никаких религиозных предрассудков. И я могу проникнуть везде и полюбить каждого, кого я выберу. Для меня нет ни мусульман, ни христиан, ни индуистов, ни сикхов, ни белых, ни черных, ни дважды рожденных, ни неприкасаемых. Я последний предел, последняя граница. Мой долг – нести с собой долгожданный отдых. Я неотвратимый закон природы. И я провожу свою черту то здесь, то там. Но я пришла сюда к тебе и остановилась. Баба Горакх тоже смеется надо мной. Есть и другие его товарищи, которые не признают мою власть. Такие, например, как Махаватар Баба, Ашватхама, Крипачарья, Хануман, Харибаба и Сарвешварананда. Они подружились со мной и берут меня с собой в попутчики. Уже много столетий они учат меня идти вперед. А теперь и некоторые люди заставляют меня остановиться. Всякий раз, когда я приходила к тебе с гирляндой цветов в руках для того, чтобы забрать тебя с собой, ты уже был готов к моему приходу, перемещался в другое место. Но я ничего не могла с тобой поделать. Мне остается только ждать. Если намерения человека формируют жизнь, то все законы природы стоят на стороне такого человека. Природа сама помогает ему. Сколько же я могу ждать? Эти йоги заставляют меня ждать многие и многие столетия. Я сама боюсь этих йогов и отшельников, а вся моя неустрашимая армия смотрит на них в изумлении. Моя армия возвращается от этих людей разочарованной. Лихорадка сама начинает трястись. Питта и Капха не находят себе места. Мой главный военачальник просит меня, чтобы никогда больше я не посылала их к этим людям. Он грозится, что в противном случае сам встанет на духовный путь, и моя армия лишится своего предводителя. Тогда мне самой приходится идти к этим людям. Весь мир боится меня и уважает. Молится о том, чтобы я никогда не приходила. А я всегда выполняю свой долг. Я стою за пределами таких понятий
как грех и добродетель, радость и горе. Но я ничего не могу поделать с теми людьми, которые обладают всеми качествами, всей целостностью природы. Эти отшельники, пребывающие в гималайских пещерах, саму меня ставят в тупик. Я смотрю на них с изумлением, испытывая по отношению к ним чувство необыкновенной любви. Если я вижу какого-то просветленного, одухотворенного человека, то мне хочется приблизиться к нему, чтобы тоже наполниться этим удивительным светом. А все мои помощники, все солдаты моей армии поворачивают назад, едва завидев этих людей издалека. Обычно люди боятся меня. Они придумали тысячи способов для того, чтобы прогнать меня и моих помощников. Но все это бесполезно. Люди боятся меня настолько сильно, что делают все возможное для того, чтобы избежать встречи со мной. Они убивают друг друга, решаются на обман и предательство. Они губят других людей, но вместе с ними губят и самих себя. Но есть и такие люди, которые любят меня и призывают меня посидеть рядом с ними. Я же при всем желании не могу этого сделать. Они не пытаются избежать меня, не прибегают ни к лекарствам, ни к другим средствам. Они мешают мне приблизиться к ним потому, что стоят за пределами симпатии и антипатии. Не стремятся к почету, не боятся бесчестия. Они сами сбивают меня с моего привычного пути. Я наблюдаю за тем, как просветленные люди тысячи лет могут бродить по земле, руководствуясь исключительно своим желанием. Когда же я смотрю на остальных людей, то думаю, что человек все знает, что ему нужно делать и как жить, но ничего не предпринимает для своего спасения. Природа предоставила ему все необходимое для того, чтобы стать целостным и счастливым, а он не пользуется этими дарами. Человек воспринимает все поверхностно, он гонится лишь за внешними проявлениями. Незначительные мелочи он раздувает до вселенского масштаба. Он и сам не может жить счастливо, и другим не позволяет. И все равно человек продолжает идти вперед, и для него это правильно. Ведь если все станут такими, как вы, просветленные отшельники, то я останусь без работы. Тогда и природе придется изменить свои законы. Тогда все многообразие форм соединится в единое целое. А это будет означать, что для отдельных появлений не останется больше места. Поэтому пусть человек поступает именно так,
как он привык поступать с самого начала времен. Так смерть стояла передо мной, я воспринимал ее мысленные вибрации, все понимал, но никак не реагировал на ее слова. Я словно находился за пределами всего и вся. Я не стремился к жизни и не ожидал смерти. Я не молился, не размышлял, не спал и не бодрствовал. Я просто был. Я находился в великой пустоте. В ней не было ничего, и одновременно в ней было все. Пустота была безграничностью. Это была капля, в которой отражался весь океан. Смерть сидела рядом со мной на круглой крыше многоэтажного дома в Питхаургархе и, кажется, забыла о самой себе. Она хотела дать мне так много, но сама боялась собственной натуры, опасалась, как бы природа не восстала против такого положения дел. Смерть – последняя граница. Это не требование времени, это истина. Это неотъемлемое качество природы. Она любит живых существ и изменяет их путь, а живые существа, в свою очередь, ее боятся. Человек боится даже ее имени. Он хочет убежать, но у него это не получается. Тогда человек начинает молиться, но его молитвы никто не слышит. Ведь смерть в любой момент может прийти к нему в гости. Смерть никого не ждет, кроме святых отшельников и настоящих йогов. Я тоже хотел дать ей свою любовь, хотел научить ее нежности, но она не была способна на такие чувства. В ее любви не было нежности, ведь она хотела радикальных перемен. Но у меня не было на это времени. Она хотела остановить меня, хотела заключить меня в свои объятия, хотела повесить мне на шею гирлянду из цветов. Но к тому времени, как она решилась на это, я был уже далеко. Ей оставалось только смотреть мне вслед, как она делает уже много столетий, глядя вслед Бабе Горакшанатху. Она уже отчаялась заполучить его. Тогда она принялась преследовать других отшельников, как сегодня она преследовала меня. Она молчала, но в глазах сиял огонь, и в них можно было прочитать молчаливое приглашение. Она одновременно обладала телом и была лишена его. Она была прообразом всех тел, всех физических форм. Я ушел вперед, оставив ее позади, указывая ей дорогу. Но она хотела обязательно наградить меня своей любовью, но я был выше этого. Она была
но меня не было. Когда был я, то не было ее. Мы никак не могли прийти к взаимному согласию. Когда она приходила, я уходил, и наоборот. Она хотела захватить меня, а я отвергал ее. И если же я хотел, чтобы она стала моей, тогда она отвергала меня. Ведь я уже вышел за пределы времени. И еще вчера я бежал по узкому коридору между жизнью и смертью. А сегодня я был свободен от всех привязанностей. Но я и вчера был человеком, и сегодня тоже остаюсь им. Я был далеко за пределами той клетки, которую построила смерть. Я уже давно разрушил все стены. Жизнь и смерть, смерть и жизнь, а между ними вечно блуждающий человек. В своих скитаниях по бурным морям человек ищет гостеприимный берег, который станет его пристанищем. И если человек богат, то он ищет счастье. И если человек беден, то он гонится за прекрасным миражом, который символизирует богатство. Человек стремится к счастью, но получает одни лишь страдания. В надежде получить благословение Всевышнего он обивает пороги мечетей, храмов, церквей и гурудвар. Он кладет земные поклоны, надеясь, что Бог услышит его безмолвную молитву. Человек распевает религиозные гимны, постоянно призывая Бога. Он читает Бхагавад-гиту, Библию, Коран, Рамаяну, и это чтение дает ему утешение. Человек делает различные подношения, приносит в храм золото, серебро, драгоценные камни, в надежде, что он сможет подкупить Бога и сделать его своим рабом. Он жертвует деньги на строительство храма, и когда его имя уже выбито на мраморной табличке, он раздувается от гордости, потому что теперь все люди узнают о его щедрости. Человек и сам живет в неволе, и своего Бога хочет запереть в клетку. И за многими поступками, которые кажутся бескорыстными и благородными, проглядывает неизбывный человеческий эгоизм. Что только не делает человек, чтобы удовлетворить свои запросы. Но он не делает одного. Он не хочет искать самого себя, не хочет прислушиваться к голосу своей души. Человек гонится за благами этого мира, богатством, славой, удовольствиями. Он уже давно забыл о своем религиозном долге, забыл о том, что он человек. Других людей он определяет только по имени. Он не хочет видеть душу другого человека, не хочет видеть свою собственную душу. Но его душа постоянно напоминает: «Эй, человек,
Остановись, спроси самого себя, ведь в тебе содержатся ответы на все вопросы. Погрузись в самого себя, растворись в прекрасном море собственной души. Пусть вместе с беспокойными волнами исчезнет эгоизм и ум. Пусть внутри тебя расцветет великолепный цветок. Не думай о внешних проявлениях, погрузись в себя. Не гоняйся за миражами. Играй на сцене этой жизни так, чтобы никто и никогда не заметил фальши. Тогда останешься только ты. Тогда не останется никаких вопросов, и ты получишь все, что захочешь. Ведь если ты хочешь что-то получить, то сначала придется с чем-то расстаться. Человек должен забыть о том, кто он. Не следует останавливать свой ум и мысли, пусть они текут свободно, но нельзя, чтобы они путались. Необходимо во всем положиться на время, на судьбу. И тогда человек столкнется с тем фактом, что все в его жизни происходит по его желанию, словно само собой. Обычно к достижению собственных целей человек прикладывает множество усилий. Пока человек будет думать, что именно он действует в этом мире, он не сможет достичь своей цели. Ведь человек – это не путь и не цель в конце пути. Человек сбит с толку великолепием материального мира, обязанностями, которые навязывает ему семья и общество. А ведь все силы природы скрыты в глубине человеческой личности. Эти силы можно пробудить, одухотворив их светом сознания. Человек должен просто отпустить себя на свободу. Подумайте, чего только вам не приходится делать для того, чтобы жить в обществе. Мир подобен театру. Все мы можем наблюдать смертоносный танец Шивы и чарующий танец Парвати. У человека есть и материальные блага, которые подарила ему богиня Лакшми, и знания, и ум. Но все равно человек блуждает в потемках. Он забывает о себе и бегает за другими. Он ищет истину в книгах, но только отягощает собственную карму. И это вынуждает его рождаться в этом мире вновь и вновь. Мир развивается сам по себе, по собственным законам, без нашего участия. Не стоит беспокоиться ни о созидании, ни о разрушении. После созидания всегда наступает черед разрушения. Те руки, что однажды что-то создали, что поддерживали его существование в течение долгого времени, могут в мгновение ока это разрушить. Это вечная игра природы. Я вновь стоял на крыше. Рани сидела рядом.
Ахарлал Сахт Хулдарья прохаживался взад и вперед. Рачна и Раджшри уже готовы были идти в школу, а Раджу направлялся в сторону навеса, где проводили ягью. Этот навес начали демонтировать. Я наблюдал за прогрессом. Этот навес открыл в истории Питхаургарха новую эру, а теперь его демонтировали. И я наблюдал за тем, как трудились Трибхуван Лал Сах и Динеш Пунетха. Именно они в свое время возвели этот шатер, а теперь собственными руками разрушали его. Когда захотели – создали, когда захотели – разрушили. Это и есть закон жизни. Но человек почему-то считает, что все принадлежит ему, и что это будет существовать вечно. Человек постоянно так поступает, где-то созидает, где-то разрушает. От прошлого остаются одни воспоминания. Но человек постоянно всего боится. Боится сам себя, боится смерти, боится общества. Он любит жизнь и стремится избежать смерти. Если кто-то рождается, люди ликуют. Если кто-то умирает, то погружаются в траур. Кого-то человек считает родным, а кого-то чужим. Общественные предрассудки еще больше ограничивают представление человека. И научно-технический прогресс ничуть не исправляет ситуацию. Ведь без духовности человек так и не сможет выйти из тьмы к свету. Его призывают жить во имя нации и государства. Человек так и делает, но забывает о том, что однажды он станет гостем там, где уже не будет ни нации, ни государства. Он не только становится чужим для своей страны, для своей семьи и общины, он становится чужим даже для своего тела. Тот, кого он больше всего боялся, заключает его в свои объятия, а тот, кого он любил, оставляет его. Каждый человек становится жертвой жизни и смерти, любви и страха. Когда приходит смерть, жизнь предает человека и покидает его. В современном мире жители больших городов не имеют ни секунды, чтобы остановиться и задуматься. Я стоял и наблюдал за этой суетой. Постепенно город просыпался. На улицах появились первые пешеходы. Сколько людей до этого проходило по улицам Питхаургарха? Сколько из них ушло туда, откуда нет возврата? Прошлое разрушалось, будущее создавалось. Я же не принимал участия в этой пьесе, хотя будущее и пыталось вдохновить меня на то, чтобы я изменился. Я просто сидел и созерцал людей, путников на этих дорогах жизни, которые шли вперед к своей цели, то смеясь, то плача. Я никогда ничего не просил. Те люди, что были со мной вчера, ушли в неизвестность,
а те, кто был со мной сейчас, тоже могли исчезнуть в любое время. Все люди хотели переделать меня на свой лад, но никто не смог стать моим подобием. Сколько мне еще ждать? Однажды и мне придется восстать против такого положения дел. Я устал от того, что люди пытаются меня сломать. Я устал терпеть их насилие над своей личностью. Почему человек никогда не принимает во внимание мнение и желания других? Он воплощает свои мечты за счет того, что разрушает мечты других людей. Но как долго человек будет убегать от самого себя? Те же самые люди, что вчера возводили этот роскошный шатер для проведения ягьи и превращали свой городок в центр духовной активности, сегодня разбирали шатер, превращая место, где он находился, в настоящую пустыню. Какая огромная разница между днем вчерашним и сегодняшним. Я смотрел на то, как разбирают шатер, и думал о том, что те же руки, что еще вчера создавали, украшали и поддерживали существование, сегодня разрушают его. Питхаургарх, как и прежде, погрузился в свою историю. Когда сюда приходит какой-нибудь необычный человек, он вписывает на странице его истории несколько букв, тем самым украшая ее. Но время идет своим чередом. Еще несколько дней назад здесь была толпа народа, сотни тысяч людей, а сегодня все они возвратились домой. Остался только я. Но по-прежнему наступало утро и наступал вечер. Время не замедляло свой бег. Люди приходили и уходили. Последняя граница, смерть, ждала меня где-то на неизвестной дороге, подобной возлюбленной, ожидающей своего друга. Я научил Рани, как избавляться от беспричинного страха. В жизни Анджу я зажег светильник духовности. Я показал Прем Синху и Рави Кумар Джайну их прошлую жизнь, тем самым обратив их к йоге. Люди решили, что я могу решить все их проблемы. Кто-то из тех, кто приходил ко мне, считал, что жизнь – это проклятие. Другие стояли на перепутье и не знали, какую дорогу выбрать. Махендра Матияни пришел ко мне вместе со своей женой, Джули, в поисках легкого пути, но так и остался рядом со мной. Он устал от политики и с разбегу ринулся в бурное море духовности, но спасительного берега нигде не было видно.
лодка духовной любви начала опасно крениться на бок, но я вовремя успокоил их мысли, подтолкнул их к тому, чтобы они растворились в ощущении безграничной тишины и спокойствия. В течение нескольких дней я вместе с ними совершал духовные путешествия, а потом они уехали, после чего и Ниру Матияни захотела встать на духовный путь. Ниру присоединилась к Пушпе в ее благородной задаче служения людям. У них в этом деле не было никакого опыта, потому что до этого они посвящали свое время жизненной суете и пустым мечтам. Однако Ниру стала для Пушпы утешением, а Пушпа для Ниру была живым примером, на который можно равняться. В жизни человека постоянно что-то происходит, из-за чего ему приходится останавливаться на своем жизненном пути. Но всегда остается надежда. Человек постоянно балансирует на грани между надеждой и отчаянием. И Пушпа, и Ниру получили новый стимул продолжать свое духовное путешествие. Среди молодежи возвратился интерес к духовности и к занятиям йогой. Все хотели путешествовать по небесным мирам. Все хотели научиться показывать чудеса, чтобы получать в обществе признание и уважение. Я же просто выполнял свою работу. Мне ничего не было нужно. Я говорил, не заботясь о том, слушает меня кто-нибудь или нет, смотрит на меня кто-нибудь или нет. В результате многие из моих знакомых, друзей и последователей обратились к духовности, увидели свою прошлую жизнь и решили посвятить оставшиеся дни избавлению от прошлой кармы. Однако время не стоит на месте, и человек тоже никогда не останавливается. Он постоянно куда-то бежит, пока его не остановишь. Я же никуда не спешил. Я хотел вписать еще несколько духовных страниц в историю Питхаургарха. После этого я отправился в сторону Девидхуры, взяв с собой Харлал-Саха Тхударию, Трибхуван Лал-Саха и их жен. Покинув Питхаургарх, я пошел дальше по пути Адвайты. Мои спутники сопровождали меня до Девидхуры, а дальше я пошел один. Каждый человек приходит в этот мир для того, чтобы однажды из него уйти. И остановиться на этом самоубийственном пути может только тот, кто, забыв о собственном эгоизме, возвращается к своей истинной природе, погружается в нее, оставив весь мир позади. Вчера казалось, что тебе что-то принадлежит, а сегодня этого уже нет. Люди дали мне свою любовь, восхищение, преданность.
При прощании уронили несколько слезинок. Еще вчера я был им незнаком, а сегодня они уже считали меня своим. Остались только воспоминания. Хоть путь един, на нем так много поворотов и перекрестков. Неизвестно, на каком жизненном повороте мы встретим того или иного человека. Человек разрушает прошлую карму, создает новую, но рано или поздно судьба находит его. Уходя, я оглянулся назад на круглую крышу, с которой было связано так много воспоминаний. Там уже ничего не было, только в ожидании стояла она, прекрасная возлюбленная, последняя граница. Она стояла на том самом месте, которое я недавно покинул. Недалеко от дома стояли Рачна и Раджшри и плакали. Муни тоже плакала вместе со своими детьми. Пушпа, казалось, перенеслась в какой-то другой мир. Все люди смотрели мне вслед. Из глаз провожающих меня людей струился свет. Эти глаза словно пытались найти ответ на невысказанные вопросы. Многие не могли сдержать слез, ведь они любили меня. Что же касается меня, то я хоть и жил среди людей, но был уже за пределами всех привязанностей. Я увидел, что жизнь ранее наполнилась новыми надеждами, хотя в тот период у нее все шло наперекосяк, несмотря на ее усилия склеить осколки прошлого. Рани хотела убежать от самой себя, хотела получить хоть немного отдыха, но судьба была против ее планов. Но это и есть жизнь. Сегодня она созидает по своему желанию, а завтра разрушает по своей прихоти. А человек продолжает свой путь. Он идет так вот уже много столетий, много тысячелетий, с самого начала времен. Люди встречаются друг с другом, а потом расстаются. Иногда их дух бывает сломлен, но меня жизненные обстоятельства так и не сумели сломать. Моя жизнь стала искусством. Искусство – это то, что созидает. Природа созидает, а последняя грань дает отдых. Они подобны двум берегам моря. Искусство и граница, жизнь и смерть, движение и остановка, течение и покой, пракрити и пуруша, знание и незнание, сильная воля и ее отсутствие. Это два направления, неразрывно связанные между собой. Пракрити погружена в глубокий сон, а Пуруша одухотворяет ее. Смерть приносит изменения,
это основа мироздания.